Сегодня у нас особая тема. Хотя, в общем-то, так получается, что у меня только один день всего лишь, даже несколько часов. Но постараюсь рассказать все самое основное, что связано с чакрами, что связано с микрокосмической системой человека, и как это все соотносится с практикой йоги. Также немножко о тантрической метафизике. Я так понимаю, что вот все, кто здесь собрались, собираются преподавать йогу, да? Или просто вы вот для себя? Как? Или то и другое? Скорее, то и другое. То и другое. Хорошо. Ну, просто, если говорить о том и другом, то есть очень большая разница между йогой как просто фитнесом, гимнастикой и садханой, конкретно именно садханой. Потому что если вы поедете в Индию, в Непал, серьезно изучать эту тему, то можно столкнуться с тем, что они многие вещи держат в секрете. Почему? Потому что настоящая садхана, она дает ситхи. То есть она раскрывает разные совершенства, разные способности. И поэтому, когда они начинают чему-то учить, они еще смотрят, чему они могут учить человека, насколько глубоки его мотивации, как он вообще в будущем собирается использовать инструменты, связанные с садханой. Вот такой простой пример. Допустим, если мы начнем говорить о асанах, о пранаямах, о мантрах, вот в Индии они к этому очень серьезно подходят. Например, если они практикуют пранаяму и мантры, то они предварительно подготавливают место для садханы. И эта садхана может занимать время, там, неделю, 2, месяц, больше. И когда они практикуют какую-то дхьяну, медитацию или мантры, то это место начинает аккумулировать энергию. Это подобно тому, как вы вот ставите обогреватель, да, в помещении. Допустим, холодно помещение, да? Включаете обогреватель для того, чтобы место нагрелось, где вы сидите. Вы обычно не делаете так, чтобы вот включили, да, потом выключили, потом опять включили. Вы просто включаете для того, чтобы тепло распространялось по комнате. И после того, как оно распространилось, эта комната вас начинает уже греть. Точно так же с практикой садханы, если вы практикуете какие-то мантры или пранаямы, то вы подготавливаете то место, где вы сидите. И если вы практикуете, то эта практика должна быть непрерывной. Если вы, допустим, начали практиковать и встали, куда-то ушли, то это уже не рассматривается как садхана. Вот когда мы просто приходим в какой-то фитнес-клуб, да, там позаниматься йогой, то мы можем вставать, бегать, прыгать, в общем. Но глубина духовного эффекта от садханы, она полностью исчезает. Вот. А в Индии такого нет. Но в Индии тоже есть фитнес-йога. Почему? Потому что они научились йогу продавать, индусы. И когда она попала на Запад, то
то она там развилась еще больше, чем в самой Индии, в коммерческом плане. После этого была волна йоги обратно, в Индию. Так как многие иностранцы туда приезжают, и кому-то удобнее йогу продавать именно там. Поэтому такую уже как бы новую йогу, не связанную никак с садханой, можно встретить и в Индии, в туристических местах. Но если вы начнете общаться с саду и с какими-то серьезными подвижниками, то вы увидите два разных мира. То есть один мир, который связан с какими-то развлечениями, другой мир, который связан с полной трансформацией себя как личности, как человеческого существа, или даже сверхчеловеческого. Вот. Поэтому это два разных мира. Я вижу здесь очень много буддийских изображений, и, наверное, многие знают, что, допустим, в том же буддизме, когда они передают какие-то инициации, они берут определенные самаи, если это серьезные инициации, которым должен, значит, йог следовать на протяжении всей жизни. А в традиционной индийской йоге точно так же. Поэтому я, когда первый раз поехал в Индию, я был очень удивлен, когда у индусов спрашивал про йогу. И у меня было свое понимание йоги, как принято везде. Они говорят: йога, да, йога. А какие у вас деньги там в России, какие это самое, какая у вас там погода, там, курсы валют и так далее. Все о чем угодно, только не о йоге. Когда начинал йоги спрашивать, всегда они как-то так: да, понимаю. Вот. Мой Гуруджи, впрочем, не один он, многие учителя, которых я встречал, они говорили, что где-то лет 50, может быть, чуть побольше назад в Индии, если в семье кто-то начинал заниматься йогой или интересоваться очень глубоко, то родители начинали беспокоиться, что этот человек, он примет путь йоги, и он не будет заниматься стандартной жизнью. То есть он может, так вот, грубо говоря, просто все оставить. Вот. А если это мужчина, который должен продолжать их родовую линию, то для них это вообще как бы, как трагедия. Вот. Почему? Потому что если кто-то выбирает путь йоги, то он этому посвящает всю жизнь, он погружается в эту жизнь йогическую. И можно сказать, что, вы знаете, как там существуют касты, да? Точно так же йога — это вот, в общем-то, целое общество отдельное. Хотя оно может, это общество может проявляться внутри разных индийских образов жизни. Вот. И прежде чем вот как бы рассматривать, что такое микрокосмическая система и какие там практики, нужно примерно понять вообще, в какой среде все это развивалось. Потому что то, что практикует большинство людей в йоге, они очень редко достигают каких-то серьезных личностных изменений. Вот. Они вроде как бы преподают йогу, это все деньги, это конкуренция. Многие мои ученики, они в Америке, там есть один ученик, он преподает в Нью-Йорке йогу, он говорит, что я лучше буду банкиром, вот, а йогу буду преподавать для души. Потому что если серьезно ей заниматься, то появляется конкуренция и те же самые отношения, что в обычной жизни, как бы, такой бытовой. Просто бытовой более все как бы понятно. А там еще как бы это все вот под духовностью какой-то.
Вот, и чем занимаюсь я пытаюсь как бы выстроить такой мост между традиционными индийскими реалиями и уже вот той йогой, которая здесь развилась. В Индии система чакр, система каналов появилась на базе тантры. Есть такое учение. Есть очень много тантрических направлений. В целом, вот как бы индуизм он делится на ведическую систему, но это опять же очень условно, на тантрическую и какие-то упадхармы. То есть в Индии можно встретить также много разных религий, там ислам и христианство весьма своеобразное. То есть они поклоняются Иисусу Христу в индийском стиле. То есть они ему подносят цветочки, поют киртаны, пляшут. И вот Иисус Христос там с Ганешей, с Дургой, в общем. Суперзвезда. Что? Суперзвезда. Да, короче, суперзвезда. Вот. И, конечно, ну, для стандартных европейских христиан, то есть, если они это все увидят, у них будет полное непонимание. Может быть, даже у кого-то и шок. То же самое ислам. То же самое ислам, там очень много суфийских направлений. У них есть, допустим, и суфийская тантра. Ну, ислам это как бы вышел из христианства и иудаизма. Поэтому фактически вот Коран, он очень многое содержит в себе из Библии. Из Библии и из Танах, из Торы. Ну, с тем добавлением, что как бы, они еще, у них там пророк Магомед еще. Вот. Поэтому как бы, фактически ну, тантра, она больше вот, если как бы смотреть западные учения, она как бы, больше успела как-то взаимодействовать с исламом. Там даже издается очень много литературы по исламской тантре. В магазинах вот можно просто найти. Там на хинди написано. Вот. Ведизм это, в общем-то, такая система, связанная с кастами. Что такое касты, я думаю, вы слышали все. В кастах, когда происходит инициация, ну, если там это браманы, значит, кшатрии и вайши, то есть там они проходят определенные обряды, они проходят санскары еще до того, как ребенок воплотится в этом мире. Значит, священник он проводит определенные ритуалы очищения, чтобы совершенная душа воплотилась через там, семейную пару. Потом, когда уже воплощается, то есть даются, еще дается несколько санскар. То есть он изучает алфавит, это уже после. То есть сначала его выносят на свет, он впервые видит солнечный свет, потом несут в храм, потом, значит, первое кормление, потом первая там, стрижка волос, потом дают ему имя, потом он учит алфавит, потом ему дают яджню-павиту, как бы священный шнур, потом ему дают имя Намакарана и так далее. То есть это все, вот, как бы, те 16 санскар он проходит на протяжении всей жизни. И их родовая линия, она выходит к определенному риши. Когда они делают какую-то садхану, они обращаются к этому риши, к покровителю. Если, допустим, там касты смешиваются, да, то вся эта система разрушается. Это сказывается и на духовной системе их. То есть он уже какие-то вещи не может практиковать. Он как бы считается абхрашта, отпавший. Вот.
у них очень много ограничений в ведической системе, и что им нельзя делать. То есть они не могут к шнуру прикасаться, если руки у них нечистые. Они, когда идут в туалет, они шнур повязывают на ухо, потому что там находятся тиртхи. Тиртхи — священные места. Как все тело нечистое в этот момент, только вот как бы ухо, правое ухо является чистым. В Индии можете это увидеть, они со шнуром так. Вот. В общем, зачастую они даже за стол не садятся вот, с представителями там, другой касты. Браки, как я уже сказал, то же самое. То есть они их вообще не выбирают. То есть выбирают все родители. Вот, поэтому система достаточно жесткая, ведическая, жесткая в отношении женщин. То есть женщины тоже они как бы не могут достичь духовного освобождения в этой жизни. То есть шудры, в общем, женщины. В общем, такая серьезная там дискриминация есть, если вот классическую ведическую систему рассматривать. Вот. Если рассматривать тантру, у них там все по-другому. Есть некоторые системы тантры, где вообще женщины как бы ставятся на самый верх. То есть они рассматриваются как богини, и их даже почитают как богини, то есть им поклоняются. Поэтому как бы сравнивать там тантру и ведизм, это все равно, что там сравнивать, вот, сказать, что это одно и то же, это как вот там сказать, что мужчина и женщина это одно и то же. То есть это совершенно разные системы. А зачастую тантра, они практикуют такие методы, которые считаются нечистыми в ведизме. В ведизме, допустим, женщина, она вообще не должна заниматься никакой духовностью, если у нее там критические дни. То есть, а йога у них ассоциируется с духовностью. Вот мы когда приходим на йогу, мы делаем какие-то гимнастические упражнения, ну и женщина в зависимости от своего состояния может что-то делать. Если состояние тяжелое, то как бы и то еще надо посмотреть, какие практики. То есть не все подходят, там, допустим, Удьяна Бандха, да? Вот. И она не может готовить пищу, прикасаться к пище. В общем, все это запрещено с точки зрения ведизма. А в тантре они наоборот считают, что вот эти нечистые элементы, их надо использовать. Почему? Потому что согласно тантре, если мы разделяем мир на чистое и нечистое, то наше сознание, оно становится ограниченным. То есть этот подход как бы против широкого восприятия. Вот. И поэтому есть как бы в тантре подготовительный этап, и есть как бы продолжение. Подготовительный этап у них называется дакшиначара, правый путь, да? Или как бы праведный путь можно перевести. Он предназначен для тех людей, которые должны очиститься, они должны освоить ритуалы, какие-то запреты, чтобы себя как-то контролировать, враты. Они должны соблюдать чистоту ритуала, изучать санскрит, знать каждый элемент. Это есть вамачара, левый путь. Там многие правила обычной пуджи, они как бы полностью как бы игнорируются. Они осознанно используют какие-то нечистые элементы. Вот, вплоть до каких-то дикостей, даже которые могут нам, западным людям, показаться ненормальными. Вот, там, вы знаете, есть такие направления, как агора, и, в общем, они там едят трупы, там, животных мертвых, да, если где-то валяются. В общем, все, что там встретят. Вот. Они живут в местах кремации, где энергия или разрушительная какая-то, да? Вот, или при всей разрушительности это место должно быть очень спокойным. Как правило, они сторонятся туристов,
То есть настоящих агори, каких-то подвижников вы не увидите в туристических местах. То есть там, где стоят, спрашивают деньги, какие-то садху, то, как правило, это просто бизнес, духовность. Вот. Поэтому в Индии очень сложно что-то стоящее найти. Мне повезло в первую мою поездку, то, что я туда попал без денег совершенно. У меня еще был конфликт с моими родителями, то есть они сказали, они были против, чтобы я вообще куда-то ехал, они говорили, что мы тебя устроим, у нас все есть, все хорошо. Вот. Это, говорит, сумасшествие ехать в Индию, там же грязно, нищета и, в общем, жульничество. Вот. Оно мне было интересно, я купил билет. Вот так получилось, что я тогда вообще не знал, что такое кредитные карточки, интернет. То есть я туда поехал, вот как кришнаит. То есть я до этого был у кришнаитов, и они меня научили, говорили, езжайте. Езжайте, там в Индии все духовные, там вам все помогут, и деньгами, и вообще там все замечательно. Когда я приехал, увидел, то есть какие там все духовные, конечно, не ожидал, был культурный шок. В общем, тем более еще билет взял в один путь. И, я, так сказать, преодолевал себя. Я не стал обращаться к родителям. Вот. И так вот на подаянии я там жил достаточно долго. Вот. Это такая для меня была очень хорошая школа выживания. Как-то все очень хорошо. Сколько долго? Так, почти полгода. Там много было всяких событий. Можно целую книгу написать. Вот. Где-то так, полгода. И поначалу было сложно, а потом я просто привык, и уже я просто людей не воспринимал. Они просто были как вот масса. Я уже не смотрел там, что за человек там, вот, как он отреагирует. Уже просто нейтрально смотришь и все. И если у меня была возможность жить где-то в храме, останавливаться там бесплатно в каких-то храмах, где живут саду, то вот с кем я мог о йоге пообщаться, то вот только с ним. Потому что обычные индусы, они все за йогу берут деньги. Вот, это все очень налажено. И когда я стал общаться с саду, с надхами тоже, то я увидел, что они очень многих вещей не практикуют, с тех, которые практикуем мы. То есть они не практикуют большое количество асан, они не практикуют большое количество пранаям, они не практикуют, можно все перечислить, шаткар, очистительных техник. Они не беспокоятся о правильном питании. Они не едят там мясо, томасическую пищу, да. Пища у них очень простая. То есть там нет каких-то рябчиков шампанским. То есть нет каких-то там, какого-то гурманства. Они не пишут никаких книг по правильному питанию. То есть садху, они в основном все бедные, у них нет денег. И, соответственно, йога у них очень простая. Все, что они практикуют, это направлено на то, чтобы достичь алак-ниранджан, достичь пустоты. Пустота – это в нашей традиции отправная точка. Пустота, она является Шивой, но в себе все содержит. Это высшее сознание, это свет сознания, вечное сознание. То есть вездесущее. И, в общем-то, это то, на что все саду устремлены. Вот. Поэтому, в общем-то, если вы поедете в Индию и начнете с ними общаться, то с ними нужно уметь найти общий язык. Потому что я видел много разных
интересных случаев, когда люди приезжали в Индию, начинали общаться с саду, там на Кумбхамеле, вот, и просили, чтобы те про йогу рассказали. Посмотрите, вот как мы умеем там становиться на голову, там лотос делать, мы можем там завести язык за небо. Вот. Ну, они так смотрели, ну, молодцы, молодцы. Все. И больше никакой реакции. Вот. А когда после вот этой демонстрации, вот это как бы такого адвертайзмента, они садху особо как бы не заинтересованы в том, чтобы что-то о йоге говорить. А некоторые сидят и курят, значит, наркотики, да? Чарос курят. Вот. Разные есть саду. И в целом, вот как бы йога, если серьезно ее изучать, то она не была никогда ориентирована вот так вот сугубо на здоровье. Вот как это мы можем сейчас везде видеть. То есть они не ставят таких целей. Но тем не менее вы можете встретить долгожителей в Индии. Однако вот сколько я общался с разными учителями, они говорят, что долгожительство несовместимо с жизнью грехастхи. То есть если у вас очень много забот, если вы получаете очень много стрессов, то как бы вы ни заботились о своем теле, то есть ну, вы можете жизнь там продлить там, на 10 лет, на 20 лет. Вы можете выглядеть моложе, там, несмотря на то, что вам больше по годам. Но как бы продлить, допустим, жизнь там, на 100 лет, на 200 очень сложно обычными гимнастическими упражнениями. Вот. Обычно саду уходят куда-то далеко, подальше от людей, и они практикуют пранаяму. То есть они контролируют жизненную энергию, то есть у них приостанавливаются жизненные процессы в теле, и они могут так вот в самадхи сидеть там много лет. Вот. Параллельно с этим у них появляются какие-то ситхи, то есть они могут воздействовать на какие-то события, и обычно к таким йогинам какие-то обычные люди приходят, ну, так, на поклон, если они получают благословение, вот, и зачастую они даже не общаются с людьми, то есть просто молча благословляют и все, они их даже не отвлекают. Просто само то место, где эти садху находятся, оно обладает большой силой. И вот, как я говорил вначале, то, что они формируют огромную силу вокруг асаны, да? Вокруг того места, где они сидят. Такую мощь, что на то место, где они сидят, не могут даже заползти муравьи. Есть такая асана-мантра, перед тем, как практиковать дхьяну или мантры какие-то, или пранаяму, они читают асана-мантру. Они очищают вот то место, где сидят. Вот. Обычно, если они практикуют в лесу, там очень много диких зверей. То есть, и если обычный человек пойдет в джунгли, то его просто там съедят. Вот. Тигры, допустим. Да? И простому человеку лучше вообще не рисковать подражать такого рода йогинам. Потому что они обладают такой силой, что просто эти звери, они просто не подходят близко к тому месту. Вот. Мне доводилось встречать некоторых вот таких йогов. Иногда они приходят на Кумбхамелу, то есть иногда их можно встретить в каких-то святых местах, где-то в Гималаях, там, в Бадринатхе, в Кедарнатхе. Вот, и их обычно сразу видно, потому что от них идет какая-то сила, какой-то покой. То есть это не просто вот люди, которые что-то там прочитали о йоге вот, и попытались что-то делать.
есть это люди, которые выбрали йогу на всю жизнь. Тем не менее, то есть мы не можем сразу вот как бы принять такой образ жизни. К нему нужно идти постепенно. Другой образ жизни – это тантрики. О них нужно как бы поговорить отдельно. На самом деле тантра сейчас очень популярна на Западе, и вы должны как бы примерно знать, что вообще существует под этим названием. Чаще всего на Западе под тантрой подразумевают какие-то экзотические отношения между мужчинами и женщинами. То есть какие-то там практики, связанные с сексом, вот, с увеличением там сексуальной энергии, вот, что еще, какие-то парные практики, там, потереться чакрами, там, какие-то прокачки. Вот, в Индии этого всего нету. Но вы это можете встретить, если вы поедете, там, допустим, в Пуну, ну, допустим, в ашрам Ражниша, да? Вот это вы можете там как бы увидеть. Но это к Индии, к аутентичной тантре отношения никакого не имеет. Второе, что вы можете встретить под этим названием, ну, фактически первый вариант это вот, в общем, такой New Age, такая форма такого развлечения. Ну и как бы, может быть, то есть они это как-то соотносят с какими-то восточными эзотерическими понятиями, там, с чакрами, с каналами и так далее. Но по большому счету это особо человека не меняет духовно. Ну да, тут появляются какие-то ощущения. Зачастую там люди пробуждение кундалини путают с какими-то изменениями в пранах, вот, которые серьезно сознание не меняют, мировоззрение человека не меняют. Второе, это, в общем-то, уже ближе к аутентичной тантре. Это сфера различных ученых, индологов, тантрологов, кого еще, востоковедов, которые знают санскрит, которые могут прочитать тексты, индийские тексты в оригинале. Эти тексты называются тантры или агамы, или самхиты, где изложена тантрическая наука. И они изучают эти тексты, но у них есть очень большая проблема. Это тоже нужно знать, потому что я общался с такого рода людьми. Они обычно пишут какие-то труды. То есть они, допустим, берут какую-то тему, вот, допустим, там Шривидья тантра, Пратябхиджня тантра, да, кашмирский шиваизм. Они начинают изучать какую-то традицию, и зачастую, когда они пишут какой-то труд научный, то предпочтительно, чтобы они не имели каких-то религиозных предпочтений. То есть, чтобы у них, вот с научной точки зрения, чтобы у них не было приверженности этой системе. Почему? Потому что ученые считают, что такие люди могут быть необъективны. И они могут что-то как бы где-то немножко преувеличить в соответствии со своим религиозным опытом. То есть, соответственно, весь религиозный опыт там просто отметается, личный. То есть личная реализация духовная в данной сфере, она мало кого интересует. Вы должны брать какие-то цитаты из текстов, и если вы что-то утверждаете, вы должны подтвердить это, значит,
какими-то шлоками, да? Иначе вас научная среда просто не воспримет. Должны быть обязательно ссылки. Вот, и когда вы начинаете общаться с такого рода людьми, то можно встретить очень разный контингент. То есть некоторые тайно что-то практикуют, но они об этом не говорят. А некоторые просто ученые, просто начитанные люди, и все. То есть они могут написать там какие-то умные вещи, но они это не прожили на собственной практике. И вообще они могут даже, я вот видел некоторых ученых, которые писали труды, писали какие-то статьи научные по кашмирскому шиваизму, но они, допустим, по своей вере являются там православными, католиками. Вот. И по вере они совершенно не относятся никак к индуизму. Хотя я вот в Австралии встретил одного интересного человека, он католический священник, его имя Джон Дупуш. Он написал много интересных книг по кашмирскому шиваизму, хорошо знает санскрит, он еще и католический священник. Вот, то есть у него такая церковь, его собственная, и дом там же находится. Дома у него живет индийский брахман, значит, буддийский лама, и он сам. И они обмениваются опытом. То есть он еще как бы и практикует все это дело. Вот. И фактически является практиком. Но официально он может искать какие-то параллели. То есть вот он, допустим, Иисуса Христа рассматривает как воплощение Шивы. Да? А Деви Марию он рассматривает как Шакти, как Кали. И он написал несколько книг по этой теме. Вот. Ну, может быть, в Австралии так можно. Ну, допустим, в России, я думаю, что если бы священник такое написал, то, мне кажется, у него были какие-то проблемы, скорее всего. Вот. Вот это, в общем-то, научная среда. В Индии тоже вы можете встретить ученых. Вот вы можете поехать в Варанаси, там есть санскритские университеты, где изучают разные там, йогу, тантру, ведизм, там есть свои специалисты. Но это индусы, они с детства всему следуют, всем этим практикам. Потому что его отец практиковал, его дедушка, и то есть он должен каждое утро встал почитать Гайатри. То есть это его обязанность, это его нитья карма. Называется, нить означает вечное. То есть он ежедневно вот проснулся, и чтобы у него день прошел в духовном состоянии, он обязательно утро должен делать какую-то медитацию. Вот. Что-то доделают, даже если они так активно не занимаются. То есть пандит, ученый, у них редко ассоциируется с человеком, который вообще ничего не практикует. То есть что-то он все равно практикует. Следующее представление. Вот с ним вы можете очень плотно как бы соприкоснуться, если вы приедете в Индию, особенно если вы хорошо знаете хинди. Ну, надо сказать, хинди это фактически они используют тот же алфавит, там только 3 буквы отличаются. Ну, у них алфавит, в общем-то, санскритский. Просто многие слова они заимствовали из арабского языка, когда туда пришел ислам. И 70% слов в санскрите это в хинди, это санскритские слова. Вот. И поэтому, если вы можете читать санскрит, то вы можете читать и хинди. Если вы можете читать хинди, вы легко прочтете санскрит. Но
В санскрите грамматика другая, там структура предложений там может быть другая, там много всего. Вот. То есть просто рецитировать какие-то мантры вы сможете. Если вы выучите алфавит Деванагари и там, что еще? Там лигатуры, санхи и так далее. Вот. И если вы сможете читать, вы сможете посмотреть, что у них продается в магазинах, и пообщаться просто с самими индусами. Ну, пообщаться вы можете и на английском, никаких проблем. То вы увидите, что большинство индусов под тантрой подразумевают магию. Это называется бхичара, шаткарма про йоги, 6 магических действий, такие как мохана, там, наведение чар, там, стамхана, там, парализация каких-то процессов, каких-то там врагов и так далее. Пуштикарана — это обретение богатства, значит, что там еще? Видвешана — это когда вы через мантры, да, допустим, в каком-то обществе привносите какой-то раздрай, да, в общем, враждебность, или в какой-то организации. Вот. Ну, у нас бы это назвали бы черной магией. Марана, то есть они могут там, уничтожать врагов. Да? Есть, допустим, шанти-карма, то есть когда вы привносите мир. Если наоборот есть какой-то разлад, вы практикуете шанти-мантры, и наступает умиротворенность в обществе. Вот, поэтому тантриков в Индии на самом деле очень боятся. Сами обычные индусы. И для них слово тантрик, то это, если вы скажете вот тантрик, то у них, как правило, это ассоциируется там с каким-то колдовством. И они, как правило, там, если ты скажешь, вот там, меня интересует тантра, я иногда так шучу. Если мне рикши какие-то попадаются, они начинают какие-то глупости меня спрашивать, там, where you come from? То есть с вами там может случиться where you come from, там, are you married? И так далее. Такое может быть в Индии, да? И они спрашивают, зачем приехал? И я говорю, что я приехал к своему гуру. Говорит, гуру? Гуру. Харе Кришна, наверное. Я говорю, нет, он тантрик. Раз так, и он еще едет, ведет рикшу, он так раз и рикша у него вот так вот качнулась. Нормальный тантрик, он практикует абхичару, практикует марану, мохану, стамхану, шикарану. И он так поворачивается, рикша обычно замедляет ход, он так поворачивается и смотрит. Но продолжает ехать. Продолжает ехать. Это с этим у них проблем нету, да. Вот. Они эти вещи понимают очень серьезно. Я как-то один раз вот для мирных целей пришел там в один индийский магазинчик для того, чтобы закупить, вот там есть у них такая бходж-патра, они рисуют янтры на бходж-патре. То есть делают специальные чернила, рисуют, и потом там их так как бы упаковывают в специальную там капсулу, кавачу, предварительно там ритуалы делая. И это как бы служит защитой. То есть или защитой, или там в каких-то делах какие-то успехи могут быть. Вот. И я этого индуса спрашиваю, вот, значит, мне нужна бходж-патра, и мне нужно кастури, есть такой элемент, это из пупка оленя добывают мускус. Он очень дорогой. Он говорит, что вот у меня нету, то есть я честно говорю, нету. То есть дубликат давать не хочется, я могу там поспрашивать, привезти попозже. Вот. Я говорю, бходж-патра, бходж-патра тоже, она есть, но она вся прогнила. Я говорю, мне нужно для целей, для абхичары. Говорит, я понимаю, но это, я говорю, мне не для религиозных, мне нужно для абхичары. Я понимаю, он так искренне говорит, но это тоже религия, это тоже духовно. Да? То есть, причем так совершенно вот как бы как-то так
проникновенно он это сказал. То есть в его понимании все вот эти вещи, они как бы не разделены. Вот. Вот индусы, они, ну как бы, под тантрой подразумевают чаще всего вот какой-то магизм такой. Не подразумевают секс, вот как на Западе существует. То есть у них тантра как бы ассоциируется с какими-то прикладными действиями. Туда относятся джьотиш. Как правило, они используют панчангу, то есть в какие дни, какие мантры лучше начитывать, для того, чтобы реализовать какие-то ситхи. Ситхи этой мантры. Ситхи мантры — это вот просто вы мантру прочитали, да, и у вас появился какой-то результат. То есть у вас, допустим, какие-то проблемы с деньгами, да, вы там прочитали сколько-то раз, значит, мантру Лакшми, да, и ситуации складываются таким образом, что у вас там денежные проблемы начинают разруливаться. Вот. Или там для лечения каких-то болезней, рога-нашика мантры. Вот. Для лечения своих болезней, чужих болезней, для какой-то защиты. Вот. Для чего еще? Ну, в общем, на все случаи жизни вот у них существуют различные тантрические садханы. Они почитают многих богов. То есть и каждое божество, оно обладает какой-то определенной энергией, какой-то силой. Это символ определенной шакти. Вот. И когда они молятся, они к ним обращаются для каких-то таких прикладных целей, мирских. Но это индусы невысокого уровня, такое их большинство. Почему? Потому что у них есть много как бы таких бытовых желаний, каких-то проблем. И вот такая вот как бы прикладная тантра очень востребована в их обществе. Поэтому у них и такие ассоциации. Они, вот как бы, их отношение к тантре очень своеобразное. Они, с одной стороны, как бы ее и боятся, и уважают, и такие двойственные чувства, или тройственные. Вот. А есть еще тантра как религия. То есть когда просто вы поклоняетесь каким-то божествам в целях бхакти, в целях преданности, для того, чтобы внутренне очиститься от каких-то грехов. Вот. И вот эта форма тантры, как такого религиозного мистического учения, фактически является как бы самой сущностной, самой основной. И внутри вот этой религиозной мистической тантры существует йога. Тантра, она в основном была предназначена для того, чтобы можно было сакрализировать вот какие-то наши мирские привязанности, какие-то мирские цепляния, которые мы не способны контролировать. То есть это путь трансформации наших мирских состояний в чистые, просветленные, в духовные. Вот. Ну и в зависимости от того, какая форма тантры, существуют разные практики. Вот, допустим, если это буддийская тантра, то в буддизме они не верят в существование атмана. То есть атман означает как бы высшая душа, да, и существование Бога. Но это как бы такое как бы всеобщее представление о том, как буддисты относятся к Богу и душе. На самом деле, почему вот возникла такая ситуация? Потому что
возможно, Будда и буддийские учителя, они не хотели, чтобы их ученики, атман буквально переводится как «я», да? То есть как осознание себя, чтобы вот как бы это осознание себя не спутать со своим эго, со своим мирским эго. Потому что вот эту грань, где мирское эго и где высшее я, она очень такая прозрачная. Ее очень сложно, будучи мирским человеком, самому определить. Вот, поэтому Будда, возможно, по этой причине он просто вот эти все индийские концепции атмана, он просто сразу же, так сказать, отметал. Вот, он отметал систему каст, потому что считал, что душа, она не душа, а как бы просветленное сознание, оно свойственно каждому. Вот, а касты — это ограничение, и как бы, это обуславливает чистое сознание. То же самое относительно Бога. Относительно Бога, Бог настолько трансцендентный, что давать ему какие-то определения, какую-то структуру, видимо, он счел совершенно ненужным. Вот. Поэтому как бы буддизм, он очень техничный, то есть если вы к буддийским тантрикам придете, то вы увидите очень хорошую отстройку практик, то есть у них там есть, значит, эти тхру-коры. Значит, сейчас я объясню, что у них там есть. У них сначала они делают простирание нюндро, потом они йогу божества практикуют, кьерим, то есть они устанавливают мандалу и как бы визуализируют себя как бодхисаттву, как божество. И как бы других существ они также воспринимают как просветленных существ. Ну, людей обычных. Они как бы сакральное представление проецируют на вот, как бы этот тварный мир, да? И тем самым как бы все, с чем они соприкасаются, для них как бы начинает служить в каких-то духовных целях. То есть все вот такое восприятие, оно просто направлено на то, чтобы трансформировать сознание человека. Еще как бы характерная особенность буддийской тантры заключается в том, что божеств, в отличие от индуизма, они воспринимают не просто как индийские божества, что это вот там аспекты Бога там единого. И Бог един, но он как бы пребывает еще в многообразии. То есть они воспринимают как просветленных существ, как бодхисаттв. То есть это нужно знать для того, чтобы понять йогу, натховскую йогу. То есть они божеств и махасидхов воспринимают как просветленных. Вот. Потом, когда они практикуют вот эту йогу божества, да, то есть они визуализируют себя как девату, да, как божество, значит, весь мир как мандалу, то есть всех, кто относится к их нисанхе, они воспринимают как просветленных, да. Вот. У них очень развита концепция сострадания бодхичитта, которая помогает им как бы очищаться. Ну, это если мы конкретно тантрический буддизм рассматриваем и махаяну. И следующее, вот если они практикуют вот эту йогу божества, они достигают состояния, когда в теле появляются определенные знаки в пране. Ну, вот они, допустим, молятся, они как бы почитают какое-то божество, да, и, допустим, в теле появляются знаки, у них, допустим, дыхание в ноздрях начинает уравновешиваться, то есть праны начинают как бы произвольно заходить в центральный канал авадути, да, вот.
И дальше они начинают практиковать шесьёх-наропа, это называется у них дзагрим. То есть они медитируют на чакры, на тумо, то есть они там, значит, представляют, что вот как бы огонь движется вверх, вверху находится бодхичита, она плавится, капает вниз, огонь еще больше начинает разгораться, то есть они там визуализируют разные, значит, символы в виде там, допустим, слог А у них связан с просветлением. Вот, и вот он как бы напоминает наш ом, да, индуистский, только такой перевернутый. Вот эти три линии, они входят вот в три канала, как бы центральные и боковые. Вот. Вся практика, она как бы уже направлена не на как бы внешнее восприятие, а на внутреннее. То есть они манипулируют там энергиями, пранами, значит, и плавлением вот этой бодхичиты, бинду. И потом после этого, после вот такой вот йоги, там много у них всего, там йога сновидений, бардо, это тоже как бы форма тантры рассматривается. У них есть своя хатха-йога. В виде таких тхрулкоров они делают там специальные техники, активизирующие прану. Вот. То есть фактически она, ну, соответствует такой хатха-йоги, только более такая тантрическая, с большими элементами, большей детализацией. Дальше они практикуют или дзакчин, или махамудру. Это как бы, ну, спонтанное пребывание вот в просветленном состоянии. То есть это просто разные уровни вот как буддийской тантры. Иногда они вот как бы вот это йогу пран, да, и, значит, такую внутреннюю йогу, они ее называют загрим со знаками. Есть загрим как бы без знаков. Это когда, ну, они достигают просто вот как бы спонтанного осознавания. Уже не нужно манипулировать специально пранами. Вот. И у них там много, в общем, разных систем, я особо не буду вдаваться в детали, потому что нам еще надо индуистскую тантру посмотреть. А вот, индуистская тантра, она отличается от индийской тем, что, во-первых, она больше ориентирована на бхакти, на преданность божеству. Хотя, как и буддийская тантра, в индуистской они себя отождествляют с божеством посредством ньяс. Ньяс означает установление. Сколько у нас времени? Час. Ньяс означает установление. Они как бы через различные жесты там пытаются, значит, там, касаться каких-то частей тела со специальными мантрами, и энергию того или иного божества они начинают распределять по всему телу. То есть несколько таких распространенных ньяс, такие как там, значит, риши ньяса, анга ньяса, хридая ньяса, кара ньяса, и менее распространенный там матрика ньяса. То есть, почему? Потому что божество как бы оно имеет три природы, да? То есть тхула, сукшма и пара. Тхула — это когда вы видите изображение какого-то божества мурти, да? Вот как вот такие какие-то, да? Это стхула. Когда вы можете видеть это божество зрением, делать какие-то физические подношения. Сукшма тонкое. Считается, что тонкое тело божества состоит из мантр. И вот когда вы делаете ньясы, вы тонкое, как бы свое тонкое тело делаете подобным телу божества. И вот в этой сукшма-шарире, тонком теле, могут находиться чакры, могут находиться различные миры. Там в этих чакрах могут находиться какие-то божества, какие-то элементы,
Ну, мы до них еще дойдем. Значит, и пара – это как бы пустотная природа божества. Считается, что Бог, он как бы изначально, вот согласно тантрическому видению, тантрической концепции, является пустотным. То есть он является сознанием парасамвит. И вот это высшее сознание, оно собой пронизывает все то, что из него проявилось, все творение, которое мы можем воспринимать органами чувств. Но на самом деле вот эти все стхула, сукшма и пара, они как бы взаимопронизываемы. Да. То есть они взаимопроникаемы. Вот. И когда вы практикуете йогу, практикуете какие-то мантры, то рано или поздно вы почувствуете, что вот эти все три реальности, они присутствуют в вас. То есть ваше тело является пустотным, ваше тело на тонком уровне подобно телу божества, и тогда вы чувствуете, что вы вот как бы как наполнены какой-то силой. Да? Это может быть при правильной практике мантры. Как и в буддийской тантре, там есть как бы тождественность. То есть вы и божество тождественны. Есть нетантрические учения. И тантрические учения, в них как бы больше доминирует двойственность. Там тоже есть бхакти, но это бхакти как бы двойственное. То есть вы поклоняетесь какому-то божеству, но вы не тождественны этому божеству. Ну вот там классический пример кришнаиты, да? То есть они считают, что как бы стать Кришной тождественным невозможно. То есть сама эта идея может увеличить эго человека. Поэтому они считают, что это опасно. Они считают, что тантра, она опасна. А тантрики считают, что если мы всем своим существом не проживаем божество, то как бы этот опыт неполноценный, и вы полностью не отдали себя божеству. Вот. И между ними существуют разные разногласия всегда. Поэтому если вы будете общаться как бы с кришнаитом каким-нибудь, ну, таким стандартным, то, скорее всего, он скажет, что тантра это зло, вот, и можно, значит, погрузиться в какие-то заблуждения, в майю. Вот. Но в Индии таких проблем меньше, чем на Западе. Почему? Потому что в Индии очень много религий. Вот в отличие от Тибета, где существует буддийская тантра, в Индии, значит, там все есть, там ислам, христианство, там есть сикхи, есть джайны, есть вайшнавы, самые разные их течения, есть шиваиты, есть шакты. Много-много ведисты, ведантисты. И это только вот так, в общем, если вот так всех как бы охватить, но там очень много разных пантхов, ответвлений. Вот, и живя в этой среде, то есть когда вы просто попадаете в эту среду, то просто мозг, он начинает просто взрываться там. Тем более, когда вы можете общаться свободно с ними. И когда вам на каждом шагу попадаются представители разных учений. Если вы посмотрите на индусов, у них вид такой очень беззаботный совершенно. Причем, где бы они ни были, вот я в Сингапуре видел, у них там храмы стоят, впритык стоит, значит, там, так, чтобы не ошибиться, по-моему, буддийский храм, индуистский храм стоит и даоистский храм. И вот индус, он просто идет, он так вот заходит, сначала в один помолился, потом заходит в другой, в третий, все в порядке. Вот. И
А если вы их спросите, они скажут, все едино, никаких проблем, то есть все является единым брахманом, а как бы все эти различия это просто сагуна. То есть это как бы Бог только проявлен в разных качествах. Вот и в соответствии со своим характером, то есть я, допустим, у меня характер там любвеобильный, мне нравится Кришна, я Кришне поклоняюсь. А у меня, допустим, характер очень там гневный, да, я поклоняюсь там гневным божествам, таким как Кали, Байрава, там, Пратянгира и так далее. У меня, допустим, характер какой-то благостный, я там поклоняюсь Лакшми, значит, кому еще, там, Ганеши и так далее. Вот, но это вот как бы тоже очень относительное видение. Если углубляться, то у каждого божества есть еще свои аспекты. То есть можно найти и гневную форму Лакшми, и добрую форму Кали, если очень постараться. И если это такие очень опытные тантрики, и вот с ними общаешься, то они могут рассказать очень много интересных вещей. Таких просто, к которым просто обычные люди не привыкли. У них очень гибкое сознание у индусов. Для того, чтобы оно было гибким, нужно, чтобы оно было всегда пустым и беззаботным. По этой причине, вот то, что у них такое гибкое, да, они очень быстро учат какие-то языки. Моментально схватывают. Учат они их еще быстро потому, что там 25 языков и много диалектов, то есть больше 1000. И поэтому там просто въехал в другой штат и, как бы, допустим, приедешь в Тамилнаду, там могут никто не знать хинди, да? Они используют тамильский. И наоборот, там на севере Индии они могут не знать тамильского языка. И тогда они используют английский, чтобы переговариваться. Вот, это раз. Во-вторых, сам хинди, так как он все-таки государственный язык, они могут на нем говорить в разных штатах и искажать этот хинди в соответствии со своими языками. То есть они могут к хинди там примешивать бходжпури, могут там примешивать там бенгали, еще какие-то. Поэтому, когда их слушаешь, они сами в хинди часто делают ошибки. Вот, поэтому большинство индусов, они особо не беспокоятся о своей личности, о грамматике, то есть насколько они там правильно говорят. То есть им главное найти как бы общий язык, для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Вот. Есть у них такое понятие, как дхарма, религия, да? Также дхарма, предназначение. Понятие свадхарма, своя религия, свабхаша, свой язык. И зачастую вот как бы есть разные формы религии, когда они пытаются санскрит заворачивать в какой-то свой язык, там, в бенгале или в тамильский. Если вы посмотрите на тибетские мантры, то там санскрит очень искаженный. Или как вот санскрит, который вместе с буддизмом перешел, ну скажем так, в Китай, в Японию. Потому что в Японии тоже есть своя тантра, то есть буддийская. Вот. Что вообще используется в тантре? В тантре используются мантры. Мантры, янтры, какие-то формы йоги. Зачастую, когда они используют какие-то мантры, они используют биджи. Биджи — это как бы сокращенный слог какого-то слова. Когда не говорится там Ганеш, они говорят Гам, когда не говорится там Сарасвати, они говорят Сам. И так далее. Там Кали, они говорят Крим, там Кришна, они говорят Клим.
И если посмотреть вот эти мантры, то есть там хрим, шлим, клим, так вот все это, такие вот, значит, абракадабры, говоря грубо так по-нашему. А если обычный человек посмотрит, то есть он просто ничего не поймет, что там вообще содержится. А бывает так, что там целый лист идет вот с такими биджами. То есть и перевести это вообще никак невозможно. Если они почитают каких-то божеств, они просто рисуют такие диаграммы, называемые янтры, где очень много различной символики. Там треугольники, значит, там одним углом вниз или углом вверх. То есть это символ женского детородного органа, йони. Считается, что это символ как бы, творческого начала Вселенной. И как бы треугольник, который направлен одним углом вверх, это Шива-лингам. То есть это как бы мужской символ, символ Шивы. И вместе они образуют такую гексаграмму. Значит, потом там есть круги, да, чакры, которые символизируют как бы единство всего во Вселенной. Квадрат, который окаймляет янтру, он символ 5 элементов, с бинду в центре, это как бы акаша, эфир. И при сочетании вот этих вот треугольников, там бинду, значит, квадратов, то есть, образуется символ какого-то божества. И если на какие-то янтры посмотреть, и вот как бы там не будет никаких описаний, то вряд ли что-то обычный человек поймет. А если мы смотрим вот на изображение мурти, да, мурти или значит, виграха, да, то мы видим как бы, там, значит, у божества там голова, руки, ноги и так далее. А там как бы ничего нет. Янтра переводится как устройство. Если буквально перевести, или машина, механизм, механизм, благодаря которому мы познаем божество. Это механизм, который может стать методом для познания запредельного, трансцендентного. Вот. А мантра переводится как ман, означает ум, и тра. Тра означает освобождение, очищение. То есть если наш ум направлен на какие-то недуховные объекты, то, на что мы медитируем, тем мы и становимся со временем. Соответственно, мантра, она как бы выстраивает определенную направленность ума, определенную сферу, благодаря которой мы очищаем наше сознание. То есть наше сознание как бы связано с этой мантрой. И мантра, как я уже говорил, это тонкое тело божества. То есть через вот эту как бы звуковую вибрацию транслируется шакти, энергия божества. То есть таким образом, через мантру мы трансформируем свое обусловленное сознание в чистое, в шудха-видью, чистое знание, трансцендентное. Вот. В практике мантр есть очень много правил. То есть это не просто вот взял там мантру, там увидел в книжке и как-то там, значит, так ее просто почитываешь. То есть есть несколько способов чтения мантры. Когда вам гуру передает мантру определенную, и вы ее практикуете каждый день. Желательно ее практиковать утром. Вот как вы проснулись, приняли душ, значит, вы садитесь в то место, где вы практикуете, и читаете джапу. Ну, может быть, потом попрактикуем во второй части. Вот. Другая практика называется пурашчарана или сиддхикарана. Эта мантра связана больше с тапасией, с аскезой. В ней есть свои правила, которые надо соблюдать.
сидхикараны, то есть вы развиваете сидхи этой мантры. Что это такое? Это когда вы каждый день начитываете определенное количество мантр. Ну, допустим, там 1000, 2000, 3000. И каждый день вы не должны менять количество. То есть, если вы выбрали, там, допустим, 1000, на следующий день вы не можете там прочитать 500. Или там на следующий день вы прочитали, там, допустим, 1500, а дальше там еще через день вы прочитали 1000. То есть должен быть ровный счет. Ровный счет, да? Значит, что еще? Нужно прочитать определенное количество. Как правило, чтобы любая мантра заработала, и вы получили от нее силу, шакти, да? Ее нужно прочитать 1 лак. 1 лак — это 100 000. Именно вот таким вот образом. То есть 3000. Там, сегодня 3000, завтра, там, послезавтра 3000 и так далее. При этом эту мантру нужно практиковать на одном месте. Вы не должны менять этого места. То есть, если вы сегодня ее практикуете вот здесь, да, вот в этом помещении, а завтра вы практикуете там у себя дома, то вот этот строй, он нарушается. И мантру невозможно будет реализовать. Невозможно будет получить от нее ситхи, какие-то способности. Значит, место должно быть одно. Асана — это как бы подстилка, на которой вы сидите, тоже должна быть одной. Она должна быть определенного цвета. То есть в зависимости от гун, от качеств деваты, от как бы бхавы, состояния божества, должен быть определенный цвет. Вот. И определенный материал. Большинство асан делают из травы куша. Ну, считается, что как бы трава куша, она символ чистоты, вот, и используется для религиозных целей. Вот. Или же какая-то там шерстяная ткань, то есть, которую чаще всего и применяют для всех целей. Вот. И на эту асану никто не должен становиться. То есть, если кто-то на нее станет, то как бы ваша энергетика в этом, как бы, в этой практике, она начинает разбиваться, разрушаться. Это то же самое, что вот вы практикуете, не дочитали, встали и пошли там, ну, выпили чайку, пришли обратно и практикуете. То есть вот это в мантра-йоге, в пурашчаране делать нельзя. Да вообще в любой садхане, связанной с мантрами. Вот. А что делать, если кто-то встал? Если кто-то встал, тогда надо делать асана шодхану. Нужно читать специальную шодхану для очищения этой асаны. Это, ну, смотря сколько раз на нее встали. Если там встали, по ней потоптались, там станцевали рок-н-ролл, то все уже. Мне нужно было встать, обязательно встать. И получился такой, ну, перерыв. Что, повторите? Мне нужно было встать. Угу. И получился такой перерыв, потому что я не успевала по времени уложиться. Я себя оставляла на этом месте, отходила, возвращалась назад. Окей. Так считается непрерывно? Значит, смотрите, оно будет считаться, если вы сделаете следующую вещь. То есть, если вы встаете, вы встали с асаны, да? Вы коснулись ее, коснулись головы и сердца. Почему? Потому что вы здесь саккумулировали определенную шакти, да? Вы должны ее вобрать в себя. То есть, если вы ее не вобрали, то она просто будет рассеяна. Есть разные рекомендации, некоторые делают ньясы. То есть они там делают эти ньясы все там, значит, вот.
как бы обратно через нияс эту энергию вживляют в тело, и как бы забрав эту энергию, пошли там, да, допустим, в туалет, да? Значит, вернулись, после туалета нужно помыть руки, значит, и после этого можно вернуться и продолжить. Я сейчас объясню. Вот такое как бы нарушение считается, как бы сбиванием потока энергии. Понимаете? И это считается как бы не совсем чистое действие. И вот в Индии индийские тантрики, они верят в то, что если есть какие-то помарки, да, какие-то несовершенные действия в садхане, то Индра, он просто забирает себе все результаты того человека, который практиковал. Но вы не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Нет, но у меня тогда все хорошо получилось. Да? Ну, слава Богу. Я отходила. Знаете, Просто физически отходила, а себя я оставляла вот там, на этом месте. И мысленно представляла, что я все время нахожусь там, где я сидела. На 15-20 минут отходила по необходимости, потом возвращалась назад, входила в это же место, продолжала дальше. Это если никуда далеко не отходить, наверное, так можно. Если вы отходите, вот как бы стоите с асаны, убираете энергетику, возвращаетесь, вам нужно еще раз прочитать асана-мантру. Вы знаете, вы нормально выглядите. Я думаю, что никаких проблем, каких-то нарушений не было. Ту асану, на которой практикуем джап, там можно ее таскать повсюду, там, на всякие... Что? Ну, на ту асану, на которую мы практикуем. Нужно или надо ли ее таскать повсюду с собой? Да. Нужно, да? Нужно. Даже на работу? Даже на работу? Нет, на работу не надо. Но на все практики. Вот это, если вы куда-то едете, сейчас, вот смотрите, если это Пурашчарана, то как бы тут хоть вы ее таскаете, хоть не таскаете, как бы уже Пурашчарана только должна делаться на одном месте. Если вы хотите ситхи получить, там, допустим, в течение месяца, 3, да, то только на одном месте. Вот если вы поедете в Индию, видите там в пещерах, в лесу какие-то йоги сидят, да, то есть они долго сидят, они практикуют как раз таки джапу на одном месте. То есть это форма тапасси. Они отличаются. Это практика Пурашчарана этих йогов, да, и тантриков, которые практикуют где-то там дома, где-то в социуме. Отличаются они рядом вещей, то есть тантрики практикуют еще хому, агнихотру. Вот он начитал, допустим, 1 лак, да, 100 тысяч, или сава лак, это 125 тысяч. Да? Там чуть-чуть больше, как бы, чтобы немножко как бы пересилить свои возможности. И у него открываются какие-то новые энергии. После того, как это все начитано, да, после этого он делает вот как бы 10-ю часть вот с того, что он прочитал, там, если это лак, да, 100 тысяч, то 10 тысяч он как бы читает хому. Ну, допустим, Ом Намах Шивая Сваха. То есть, если он просто читает Ом Намах Шивая, Намах Шивая, Намах Шивая, Намах Шивая, 100 тысяч, да, то 10 тысяч он должен Ом Намах Шивая Сваха и определенные подношения в огонь. Ом Намах Шивая Сваха. Тоже на одном месте. На том месте, где он практиковал. Но место это может быть комната, да? Это не обязательно, что место в комнате. Нет, это не обязательно в самой комнате, но это должно быть не в другом городе. То есть, если вы практиковали в одном месте, потом переехали в другом городе, то все уже. Значит,
не переезжать. Это я говорю о тантриках. А для нас? А для вас мы еще займемся этой темой. Они делают хому, 10-ю часть, потом, вот это, допустим, 10 тысяч, да? Они 1000 должны сделать тарпану, значит, вот, допустим, там, это была мантра, там, Трипура Сундари, да? Они читали мантру Трипура Сундари и сделали потом 10-ю часть хому. После хомы они должны, они берут вот такую, называется аркха, такая вот, типа такой лодочки, такой железной, с водой. Они садятся там в вирасану, и в вирасане делают возлияние воды и читают, как бы, просто говорят Ом Трипура Сундари Тарпаями. Делают возлияние Ом Трипура Сундари Тарпаями. Каждый раз берет новую воду? Нет, она там есть, он просто чуть-чуть отливает. Вот. Как бы насыщает божество вот этой тарпаной, тарпаной насыщение. А после 1000 он, допустим, 100 раз делает марджану. То есть он ставит янтру или изображение Трипура Сундари и делает окропление. Он Трипура Сундари марджаями, Трипура Сундари марджаями, Трипура Сундари марджаями. Сделал 100 раз, да? И 10 раз он должен приготовить прасад для кумари, для каньи. То есть канья — это, ну, любая девочка возраста не старше, там, не старше 8-9 лет. То есть до того возраста, как у нее начнется там месячный цикл, да? Он должен накормить. То есть сколько он должен накормить? 100? Так, 10 таких. Вот в Индии с этим проблем нет. Все можете пригласить там и дать им еду. Вот, а здесь, если ты начнешь говорить, там, вот там, мне нужна девочка. Зачем? Накормить. Что за это самое? То есть нужно это все объяснить. То есть в Индии они понимают, что если это тантрик, то есть это как бы то есть это нормально скажется на ребенке, потому что это благословение ему, да? И тантрик он получает еще ситхи. Зачем? Чтобы вот эта мантра, она получила как бы заземление, чтобы она не просто там где-то там Намах Шивая, там это будет где-то витать, да? А так, чтобы это все было как бы вот в этом мире проявлено. Вот. Тогда эта мантра начинает работать. Вы несколько раз просто произнесли, и, значит, пошла энергия от мантры. Вот. Но есть другое правило. Это так делают тантрики. То есть есть другое правило для йогов. Вот если они, допустим, живут где-то в пещере, да, они не могут читать мантру долго. В смысле, делать хому, там, потому что нужны разные консистенции, они дорого стоят, где они там этих там 10 канья найдут, а если там больше надо начитывать, там надо много раз это повторять, то есть другое правило, то мантра просто начитывается в 3 раза больше. То есть вместо лака, да, начитывается, вместо 100 тысяч, она начитывается 300 тысяч. Вот, поэтому они занимаются тем, что они просто больше повторяют. Поэтому они могут в пещере сидеть очень долго. Если это длинная мантра, то можно сидеть несколько лет. Немножко, может быть, не в тему, но если новый человек читает одну мантру, увеличивается сила или нет? Знаете, смотря какие люди. Если это инициируемые, да, и они получили дикшу, инициацию, да, то это называется чакра пуджа. Называется чакра пуджа, когда несколько человек, они садятся в круг, в центре садится тот человек, в которого призывают божество,
Это называется каулическая тантра. Если человек, который призывает божество, делают саньясы, то есть касается с мантрами части тела, и дальше делаются ему подношения. Вот. Ну, если это женское божество, то женщине делаются подношения вот этой, да, которая является проявлением богини. И после этого они могут читать мантру вместе, повторять и медитировать. Когда наступает определенное состояние, ну, это должен человек, эта женщина должна быть, ну, очень подготовленной. Почему? Потому что она может собой символизировать Кали. Да? Кали, Дургу. То есть у нее должны быть состояние, должна легко входить в это состояние. И как бы транслировать через себя божество. Когда трансляция начинается, то это божество, оно вот в виде энергии, в виде как бы вот этой шакти начинает циркулировать через всех участников. Когда оно циркулирует через всех участников, все как бы качества людей, они просто смешиваются. То есть он не чувствует, что кто-то глупый, кто-то умный, кто-то бедный, кто-то богатый. То есть человек испытывает такое состояние, что он его уже никогда не забудет. То есть он испытывает состояние недвойственности. Все беспокойства с двойственностью, они просто исчезают на этот момент. И это может практиковать только круг людей, у которых есть соответствующее посвящение. То есть, если обычные люди попадают в такую чакру, то они просто своими двойственными состояниями приносят туда как бы, дистракшн определенный. Вот, поэтому в Индии вот такого рода практики тантрические, они обычно очень закрыты. То есть они закрывают комнату, в общем, полностью изолируются и совершают вот эту садхану. Мантру нежелательно произносить, если это какая-то дикша мантра, ее нежелательно произносить вслух при тех людях, у которых нет такого же посвящения. К мантре они относятся очень серьезно, то есть они берут четки. Четки это мало, да? Допустим, рудракша. То есть они к четкам относятся как к самому божеству. То есть четки это мурти божества. Рудракша это глаз Шивы. Да? То есть они иногда рудракши просто поклоняются, они кладут на какое-то место и делают пуджу рудракши. И так как это атрибут Шивы, то рано или поздно там какая-то начинает энергия появляться, какая-то сила. И поэтому они эти четки даже не показывают. То есть если как бы там присутствует какая-то энергия в этих четках, то человек просто, который не знаком с тем, чем вы занимаетесь, он просто будет так вот туда сбрасывать какие-то свои состояния, и сила не будет аккумулироваться. Поэтому они четки обычно заворачивают такой мешок специальный. Вот. Или же они, допустим, четки подносят к сердцу и как бы окутывают полотенцем, так, чтобы их никто не видел, и повторяют джапу мысленно. То есть есть несколько повторений мантры. Есть фачика вслух, да, когда другие могут слышать. Это считается очень невысокий такой уровень. Есть упамшу, когда можете слышать только вы шепотом читаете. Есть манасика. Манасика – это когда ваш ум и мантра, они становятся как бы одним целым. То есть сознание божества, индивидуальное сознание, мантра, они сливаются воедино. Если вы долго повторяете эту мантру, вы с ней отождествляетесь, то эта мантра, она переходит в другой уже уровень, не манасика, а джапа-джапа, непрерывное повторение. То есть настолько становится естественным, что оно становится как ваше дыхание. И вы даже когда засыпаете, эта мантра, она вместе с вашим чистым сознанием бодрствует. То есть чистое сознание и мантра, они
не происходит разрыва между ними. Поэтому вот там бодрствование, там какие-то мысли вас могут посещать, там какие-то викальпы. Сушупти — это глубокий сон. То есть вы эти три состояния контролируете при аджапа-джапе. Вот. Поэтому, в общем-то, вот эти практики, они являются секретными. Почему секретными? Не потому, что они вот технически представляют из себя что-то такое необычное. Потому что все это вы можете найти в книгах, описание самих мантр. Но в книгах иногда как бы какие-то детали могут быть упущены. Иногда некоторые авторы, они это специально делают. То есть что-то там не допишут. Или напишут так, что это можно понимать как хочешь. Вот. Если бы это все было вот так вот открыто, да, то, наверное, уже многие были бы там какими-то махасидхами, уже бы какие-то чудеса творили. Там. Они, наоборот, не сидели бы в психушках? В психушках? Могут и в психушках. Да. Я видел таких, которые, в общем-то, неправильно практиковали мантры, допустим, каких-то гневных деват. Вот, и в результате людей там крыша начинала хлопать в ладоши. Вот. В России я такое видел. Я, собственно, почему вот это все как бы решил поэтому пройтись по этим всем мантрам. Потому что до вот этой лекции у нас была беседа, и мы говорили как бы о практиках, да? То есть о том, что как бы есть практики низкого уровня, есть практики высокого уровня. Практики высокого уровня, их можно передавать только если человек к ним готов. И если он будет их практиковать. Вот, например, если я передаю какую-то мантру, да, человеку, допустим, при этом я сам эту мантру не реализовал, то я должен буду ее вдвойне прочитать. Допустим, не 1 миллион раз, а 2 миллиона. И за него, и за себя. Ну, допустим, если я себя объявил гуру, да, а сам садхану не делал, то я должен буду, чтобы потом эта мантра заработала, я должен буду ее вдвойне прочитать. Понимаете? Если я передал этому человеку, человек начинает мантру давать всем подряд, то этот человек, эта практика, она у него будет уже, ну, как бы осквернена. То есть саму силу мантры ему будет сложнее реализовать. И тогда, чтобы его просто вытащить, я должен буду все равно за него не читать эту мантру. Вытащить его в нормальное состояние. Это называется мантра доши. То есть когда появляются какие-то дефекты мантры. Вот, поэтому в Индии они подходят очень щепетильно к этим вещам, к передачам мантр. Есть мантры, ну, такие как бы распространенные, ну, такие как там Панчакшара мантра, Ом Намах Шивая, там Харе Кришна мантры, вот, которые кришнаиты читают, ну, ряд еще других, там мантры Ганеши, мантры, ряд мантр для Дурги, которые знают все, то есть они садханы везде освящены. То есть их, в принципе, может любой человек практиковать без передачи. А есть мантры, которые должен передать гуру и объяснить все детали, что нужно делать, как правильно. Вот. Зачастую в Индии эти все практики, они не массовые. И очень сложно найти такого гуру, который вообще
рискнет передавать ученикам. Есть такие как бы учителя, которым все равно. То есть для них просто, страна бедная, им всем в принципе наплевать на то, как это все отразится, на их садхане, на этих людях. То есть они просто их передают так легко. Да, я тантрический богу. Да. Вот. По поводу янтр. Янтра, она состоит из нескольких, как я уже говорил, из нескольких символов и как бы чакр, где одна как бы чакра включает в себя другую чакру и центр. То есть вы, проецируете, вы можете как бы эту янтру трансформировать в меру приштху. Это будет такой как бы треугольник с несколькими чакрами, с бинду как бы наверху, с точкой наверху. И вот эту янтру вы можете спроецировать на свое тело, и как бы каждая такая чакра, она будет соответствовать тому или иному центру. Вот. И фактически, то есть для каждой янтры есть свои мантры определенные. Вы почитаете разные божества в разных точках янтры, и одновременно можете почитать в своем теле. То есть и ваше тело, оно будет как наполнено энергией. Есть в тантре несколько важных таких понятий, как бы Бог-Отец, да, Шива, богиня-мать, которая сотворяет всю Вселенную, и как бы и Джива. И Джива — это живое существо, которое проявляется посредством того, что вот как бы богиня-мать, она разворачивает свои энергии и как бы творит различные миры. А более вот как бы детально, подробно вы можете как бы ознакомиться с этими концепциями в таких учениях, как Самхья, 25 татвах, таких как кашмирский шиваизм, вообще шиваизм в целом, и шактизм. Там 36 татв. И также традиция надхов. Я просто боюсь, что я, наверное, расскажу вкратце, чтобы просто как бы у вас не было в голове каши. Есть 24 татвы, согласно Самхи, да? То есть 5 первоэлементов материальных: притви, джала, агни, ваю и акаша, да? Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. Есть кармендри, джнанендри, органы действия, органы познания, органы восприятия. Есть тамматры. Тамматры переводится как то, что как бы соответствует определенной мерности. Матра — это мерность. То есть то, что мы как бы воспринимаем через определенные органы чувств, и это как бы в сознании как бы связано с определенной как бы структурой матра. Также есть антах-каран. Карана означает как бы инструмент или орган, и антах означает внутренний. То есть это ум, манас, это тот ум, который связан с чувствами. То есть это как бы чувственное знание, эмпирическое знание, связано с манасом. Потом, будхи. Будхи — это как бы абстрагированное восприятие, то есть когда мы как бы отдаляемся от каких-то
внешних объектов, и с чистым сознанием мы способны различать, что чем является. То есть это как бы разум. Качество будхи – это развлечение. И ахамкара. Ахамкара – это как бы осознание себя в этом проявленном мире. Вот. Также есть еще некоторые системы, там находят еще, ну, надо сказать, что санkhya, она, в общем-то, неоднородна, то есть там есть разные исчисления, как бы трактовки этих татв, этих принципов бытия. Есть еще чайтанья, как бы сознание, которое объединяет все вот эти три элемента. И в целом они как бы произошли от природы, от пракрити. То есть это как бы олицетворение женской силы природы, из которой как бы проявилось все мироздание. Фактически многие культы, вот языческие, они ориентированы на поклонение природе, поклонению пракрити. То есть и они очень близки к шактизму. Какие-то шаманские культы. Но в каждой традиции они так или иначе в каком-то виде существовали. Вот. Но по прошествии какого-то времени они просто исчезали, эти культы. Вот. Есть 36 татв, то есть еще как бы надстройка. Потому что вот эти там 25 татв, потом там еще как бы вместе с пракрити, да, потом там еще есть пуруша, это как бы сознание. То есть сознание, которое как бы отдельно от материи. То есть сознание, которое свободно от какой-то относительной реальности, вечное сознание пуруша. То есть пуруша, он как бы считается мужским элементом, а пракрити женским, то есть женской сущностью, женской татвой. И когда пуруша с пракрити соприкасаются, то происходит как бы разворачивание вот этих татв. То есть шактина, не шакти, а пракрити выходит из своего равновесия. Внутри пракрити содержатся изначально три гуны. То есть три как бы качества: раджас, тамас, саттва. То есть раджас — это инертность, пассивность, как бы распад, разрушение. И как бы раджас — это активность, какая-то созидательная деятельность, такая активная, противоположность тамасу. Вот. И саттва — то, что их как бы уравновешивает. Если пуруша соприкасается с пракрити, то эти гуны выходят из строя и как бы образуются различные материальные элементы, тела живых существ. Но санkhya, она в основном объясняет, как вот это как бы пуруша, индивидуальное сознание, проявляется как индивидуальность. То есть и фактически санkhya, она как бы не разделяет внешний мир и внутренний мир. Был такой, знаете, да, Махариши Патанджали, он написал еще йога-сутры, афоризмы. То есть он там добавляет еще один элемент Ишвара или Пуруша Вишеша. То есть он говорит еще и о Боге. То есть если санkhya, она больше как бы атеистична, то как бы Патанджали, он еще как бы дополнительно говорит, что вот есть как бы высший Пуруша, да, которому как бы подчинены как бы индивидуальные души. Но он как бы говорит, что они раздельны. То есть они не являются одним целым. И поэтому Патанджали, он как бы не совсем у него тантрический подход недвойственный. То есть у него есть такое разделение. Когда мы уже как бы соприкасаемся дальше вот с шиваизмом, шактизмом, то, что связано с тантрой, то есть там как бы больше вот как бы природа, то есть шакти,
воспринимается как богиня, как считается нечто священное. И там появляется такое понятие, как кундалини, шакти, как чакры. И все они как бы... То есть там есть объяснение макрокосмоса и микрокосмоса. Там есть объяснение тому, как проявляется тело человека. То есть в кашмирском шиваизме как бы еще дополнительное описание, кто такой Бог, да? Там еще 5 шудха-татв и 5 как бы получистых татв, которые объясняют природу майи. Есть еще надховская концепция, там большее количество татв, то есть это вам нужно, если вы хотите очень глубоко изучить эту тему, есть такой текст Сиддха Сиддханта Паддхати, и вот там есть первая часть, то есть там описано, как из Шивы, из сверхсознания, ну, вот этот текст, я его переводил. Это текст, который относится к Горакшанатху, основателю нашей традиции. Там в первой части Сиддха Сиддханта Паддхати описано то, как проявилась вся Вселенная, как проявилась материя. И там сказано, что из пустоты, из Алак Ниранджан проявилась сначала его как бы сила шакти творческая, для того, чтобы вот эта пустота как бы стала полноценной, как бы обрела многообразие. То есть и там эта пустота, она разворачивается в 5 элементов, тонких элементов, там ниджа шакти, его шакти, как бы своя шакти переводится, да? Ниджа. Потом там пара шакти, апара шакти, сукшма шакти, кундалини шакти. Потом эти 5 как бы энергий при их взаимодействии порождают еще 5 как бы, их качеств, и вместе как бы образуется как бы вселенское тело Шивы. То есть это разные энергии, которые обладают разной частотой, и они как бы существуют по принципу, такому матричному принципу. То есть они все проникаемы, и они как бы проявляются внутри Шивы, внутри вот этой пустотности. И фактически они как бы также являются пустотными. То есть вся материя — это на самом деле пустота. Я где-то слышал так, что тут современные ученые, они пришли к тому же заключению, что если там как бы пытаться как бы изучать микрочастицы, в конечном счете там можно просто улететь в пустоту. Что плотность материи, она на самом деле весьма относительна. То есть весь мир, он состоит, даже материальный мир, он состоит просто из разных энергий, из разных вибраций. Разные колебания создают как бы ощущение плотности в зависимости от того, в каком состоянии мы сами пребываем. И дело в том, что в связи с тем, что существует очень много представлений о том, сколько существует татв, сколько существует каких-то схем макрокосмической системы, вот, допустим, там есть некоторые учения, которые вообще рассматривают только 5 татв. В Индии тоже есть материалисты, которые верят, что все проявилось из 5 элементов, что сознание образовалось из комбинации элементов, из эволюции материи. Там есть атеистические тоже культы. Есть те, которые как бы насчитывают там 8 татв. То есть 5 элементов, плюс там еще, значит, разные как бы аспекты сознания. Есть 25, есть 36, есть там у надхов там еще большее количество.
И если вы посмотрите, то как бы вот эти 5 элементов, о них упоминание встречается еще в Ведах. И там также эти 5 элементов, они соотносятся в Ведах, потом позже там в Упанишадах, в Тантрах, они соотносятся с ликами Шивы. И изначально этих ликов их было 5. Что это за лики Шивы? Скажите, вам вообще интересно это слушать? Или я слишком Интересно. как бы... Хорошо, Как тогда раз я на расскажу самом все. интерес- Как раз на самом интересном. Тогда я продолжу. Просто вот эту информацию, если вы будете изучать самостоятельно, у вас может уйти несколько лет на то, чтобы вы потом можете просто пересмотреть это видео, да? И тогда вам просто будет многое понятно о том, что содержится во многих книгах по тантризму. В общем, есть разные метафизические концепции о том, как вообще появилась Вселенная, как она устроена в разных религиях, в целом на нашей планете, и особенно в Индии. Я уже сказал, там их очень много. Так вот, в Ведах мы не встречаем описания 36 татв. Тем более, фактически, вот до Вед была дравидская традиция, она была такого больше шаманского типа, они поклонялись женским божествам, поклонялись как бы разным аспектам всего мироздания. И на юге Индии вот эта дравидская культура, она до сих пор сохранилась, то есть они отличаются очень сильно от севера. Такие божества, как там Марьяман, там Пратянгира, Аяпа, то есть это все вот такие как бы какие-то очень древние божества, которые имеют какие-то древние образы, такие шаманские. И вот эта цивилизация, она настолько древняя, что никто не может сказать, сколько она существовала. Какие-то культы похожие вы можете встретить в Малайзии. Там очень много индуистских храмов, и там очень много тамилов проживает. В Малайзии, в Сингапуре, в Индонезии. В Индонезии вообще индуистские культы, которых нет нигде. Вот, допустим, они там поклоняются Шиве одновременно как в форме Будды и, значит, как Шива. Вот так. Да? А на Шри-Ланке вы можете встретить такие культы, где они поклоняются, допустим, Нараяне как в форме Будды. Там есть вообще такие божества, которые, ну это как бы понятно, это как бы они постепенно получилась такая вот как бы квинтэссенция, да, то есть они, какие-то религии, они так соединились и образовали какие-то свои формы. Но там есть какие-то божества, которых нет нигде, даже в самой Индии. Вот именно на Бали, вот в Индонезии. Вот. Возможно, когда-то существовала какая-то древняя цивилизация, когда все эти культы, они, ну, как бы, вот материк там, да? Значит, Индия, она могла быть как-то соединена с этими островами, там, с Малайзией, значит, с Индонезией. Вот. А потом просто, возможно, какие-то катастрофы произошли, и все это разделилось. Может быть, просто они путешествовали и занесли туда индуизм. Сейчас, как бы, сказать очень сложно, то есть не хочется как бы гадать, там, догадываться. Но вот если вы поедете в Малайзию, вы очень много увидите храмов божеств, которым поклоняются именно в Тамилнаду. То есть не на севере Индии, а именно в Тамилнаду. Как раз проживают тамилы. Вот. Значит, и они поклонялись именно женским божествам.
А тантризм, он как раз тем и характерен, что там больше именно поклоняются Шакти, больше именно поклоняются богине. Ну, даже не больше, а как бы вот Шакти там играет особую роль. Вот. И без Шакти Шива, он является пустотой, то есть он не может ничего создать, не может ничего сотворить. Благодаря вот как бы их единству как бы начинает проявляться все мироздание. И считается, что когда Шива, он смотрит на Шакти, на ту, которая из него проявляется, то есть через вот этот вот как бы взгляд, как бы называется мукха. Есть много как бы объяснений слова мукха. Есть как бы рот, да, а есть лицо. Рот, он связан с речью. То есть в тантрах, если вы почитаете все тантрические тексты, то они все изложены так, что как бы Шива, он Шакти как бы объясняет какое-то знание, объясняет какие-то мантры. То есть если в текстах, допустим, Шакти обучает Шиву, то это называется нигамы. Если наоборот, да, то это называется агамы. То есть агама — это откровение. Есть еще ямова. То есть ямова — это когда присутствует третье лицо, которое как бы, ну, тоже участвует, подслушало. То есть свидетель вот этого диалога. Да? И в Ведах мы встречаем упоминание о 5 ликах Шивы, о том, что у него 5 ликов, у него 3 глаза, и эти 3 глаза, они связаны с Солнцем, Луной и огнем. Значит, 3 вида энергии. А позднее в тантризме, то есть вот эти виды энергии, они были как бы описаны как разные формы Шивы, значит, такие как Рудра, такие как Ишвара, Садашива и 3 вида Шакти, то есть связаны с волей Шивы, с его энергией самопознания, познанием себя, посредством этой творческой силы. И когда Шива может творить, то есть это крия, то есть его способность быть активным, крия Шакти. Также есть его Ананда Шакти и Чит Шакти, энергия знаний, энергия блаженства, энергия знаний. И мы не встречаем в Ведах описания вот всех 36 татв, там, или даже, как в Самхе, там, 25 со всеми детализациями. Но там говорится о 5 ликах Шивы. То есть такие лики, как Садьоджита, Татпуруша, там, Ишвара, значит, Агора, Вамадева. 5 ликов Шивы. 5 ликов Шивы, 5 ликов Шакти. То есть они смотрят друг на друга и общаются. И они смотрят в разные стороны света. И таким образом, когда это происходит в Акаше, в пространстве сознания, начинают разворачиваться эти 5 сил. 1 лик смотрит вверх, 4 как бы в сторону. То как бы разные энергии, вот эти 5 видов энергии, порождают еще как бы вот в геометрической прогрессии большее количество татв. И вот эта богиня, то есть она как бы является одновременно источником вот этого знания, да, тантрического, а также она является источником знания всего мироздания. То есть
все то знание, которое содержится в Шакти-татве, оно находится в основе всего бытия. То есть это знание, оно как бы находится везде. То есть оно как бы пронизывает все мироздание. Поэтому эту богиню называют Шудха-види, чистое знание, посредством которой Шива себя постигает. Но эту Шакти называют также Майя. Майя происходит от корня Мея. Мея означает мерность. То, что как бы обладает определенной формацией. Потому что Шакти создает многообразие. Шакти, она является Адити, она является матерью всех богов. Шакти – это источник, который как бы объединяет всех этих богов. То есть они являются одной семьей, они являются кулой. Потому что эти все как бы божества, их природа, она как бы родственная. Поэтому часто Шакти называют кулой. Кула – это семья, как бы единство в многообразии. Вот. И Шива является акулой, то есть он является как бы за пределами всех вот этих проявленных форм. И вот эта запредельность, она эти формы все пронизывает. То есть она их создает, она их как бы поглощает обратно. То есть это непрерывный процесс. И внутри этих форм появляются еще новые энергии, новые формы. И так в конечном счете образуются различные тела посредством как бы взаимодействия всех этих взаимопроникаемых энергий, которые в конечном счете нами воспринимаются как плотные какие-то объекты, на самом деле представляющие из себя единую шакти, единую энергию, которая находится внутри также единого сознания. Но вот, как бы вот это единое сознание, оно может как бы погружаться в эту майю, в эту мерность. И вот это индивидуальное сознание становится дживой, живым существом. То есть когда это сознание как бы захватывается майей, и как бы становится замкнутым, то как бы образуется что? Образуется как бы такая оболочка. Эти оболочки называются канчуки или авараны, покровы. То есть это разные тонкие тела. То есть и живое существо, оно как бы не понимает, что то сознание, которое как бы замкнуто в эти оболочки, не отдельно от того сознания, как бы, которое является вездесущим. И что вот эта как бы отдельность, она является искусственной. Почему? Потому что как бы мы погружаемся в какие-то вещи второстепенной важности. Мы начинаем как бы отождествляться, мы отождествляем себя с телом, с определенной нацией, с определенным языком, с определенным менталитетом. И в течение как бы многих жизней у нас эти отождествления меняются. То есть мы умираем, наша как бы та структура, к которой мы привязались, она должна разрушиться. Так как мы привязаны, она все равно разрушается, мы испытываем шок. Когда мы испытываем шок, мы как бы забываем то, что было раньше, и значит, сознание как бы отделяется от тела, то есть распадаются элементы, в зависимости от того, к чему мы были привязаны в прошлой жизни. То есть если мы были привязаны там, то есть через секс были привязаны к противоположному полу, то, скорее всего, мы как бы обретем противоположную, как бы, то есть
перевоплотимся в тело противоположного пола. То есть, но это вы можете как бы встретить описание, как все это происходит. То есть если в зависимости от того, какие были привязанности. То есть если привязанности совсем были очень грубые, да, в таком полном тамосе, то, возможно, мы перевоплотимся в телах животных. То есть можно перевоплотиться в телах богов, можно перевоплотиться в телах людей, но в различных условиях, то есть в телах с различными дефектами. Можно там в красивых телах перевоплотиться, можно в больных, там, в какой-нибудь стране с какими-нибудь там большими проблемами там, социальными. То есть это все карма людей. Все карма людей, которая откладывается в карана-шарире. Очень глубоко в сознании, то есть в виде каких-то санскар, впечатлений, каких-то привычек. Человек недореализовывает все то, что хотел реализовать в этой жизни. В результате он испытывает шок, как бы тело уже стареет. Вот. Потом, когда мы воплощаемся в новом теле, мы испытываем шок еще при рождении. Происходит такая встряска. Это я говорю только про перевоплощение, но как бы мы шок можем еще испытывать в этой жизни. В этой жизни иногда бывают стрессовые ситуации, какие-то переломные моменты. И если их было очень много, таких контрастных, то вот эти контрастные ситуации, они приводят к беспокойству в сознании, и мы даже не можем вспомнить что-то, мы не можем вспомнить, что даже было в этой жизни. Не говоря уже о прошлой. Если мы как бы достигаем состояния чита врити ниродха, Патанджали говорит, йогаш чита врити ниродха. Если сознание, мы в сознании обретаем покой, тишину, чистоту, то мы можем видеть прошлые жизни свои. Исходя из прошлого, мы можем примерно знать, то есть куда мы направляемся в будущем. То есть мы можем устранить какие-то санскары, которые были связаны с какими-то там травмами, которые были связаны с прошлой жизнью. Вот. Но для этого мы должны научиться управлять своим сознанием. Просто так это очень сложно. Просто посредством каких-то умопостроений это нереально. Поэтому йоги, они изобрели хатха-йогу. То есть если раджа-йога, она ориентирована на прану, не на прану, на сознание. То есть там как бы больше как бы медитативные практики задействованы, дхьяна, созерцание. То хатха-йога, для того, чтобы мы как бы дхьяну не спутали с какими-то надуманными состояниями, да, использует пранаяму. То есть вся хатха-йога фактически предназначена для того, чтобы научиться регулировать жизненную энергию. И так как состояние праны влияет на ум, то посредством регуляции дыхания мы достигаем результатов раджа-йоги. Вот. Так, ну вернемся к вот этим 5 ликам Шивы. То есть вот эти 5 ликов Шивы, и из них, когда проявляются шакти, проявляются различные мантры, проявляются различные деваты, потому что Шива Шакти, они как бы смотрят так face to face, да? При этом они единое существо или все-таки... Единое. Они как бы уже смотрятся как раздельные, но они как бы сохраняют единство. Вот для того, чтобы удержать вот это единство, то есть воля, ичха, направленная на удержание этого единства, образуется как бы форма садашивы. То есть образуется ичха-шакти. Для того, когда вот мы это единство как бы сохраняем, и как бы шакти начинает раскрываться при взаимодействии с Шивой,
при взаимодействии с нашим сознанием, и сознание начинает становиться более глубоким, более тонким, то проявляется Ишвара. То есть акцент вот как бы осознание смещается от себя к внешнему объекту. То есть если когда состояние было ичхи, сада, шива, мы как бы больше как бы все происходящее осознавали внутри себя, то как бы в джняна шакти, когда мы постигаем Ишвару, то есть наше сознание погружается в объекты. Так появляется как бы форма Ишвары. Вот когда одновременно наше сознание проникает глубоко в себя и как бы в объект, мы понимаем, что разницы нет никакой, то мы как бы, то мы переходим уже на другой уровень, как бы самораскрытие, это называется крия шакти или рудра. Шудха-види называется. Шудха-види. Вот эти три энергии. На самом деле их 5. То есть вот этим 3 предшествует еще 2. То есть сначала Шива как просто чистое сознание, нет никаких форм. Потом он хочет как бы себя почувствовать как форму. То есть из него проявляется как бы шакти, которая создает его ахамкару, его как бы индивидуальность. То есть она дает как бы ему самоосознание. Называется ананда шакти. Потому что как бы вот эта форма, она как бы источник удовольствия, источник наслаждения. То есть сама пустота, что можно сказать о пустоте? Ничего. Мы пустоту познаем посредством каких-то методов, посредством каких-то форм. Поэтому нужна какая-то шакти. Вот. Когда проявляется вот это чит-шакти, как бы пустотное и пустое сознание, и ананда-шакти, сознание, как бы сознание с формой, то между ними образуется какая-то связь, да, чтобы они как бы, связь эта была удержана, как бы единство чтобы сохранялось. Называется ичха-шакти, сада-шива. То есть и в этот момент как бы мы понимаем, что сохраняется единство, это все внутри нас находится. Уже как бы образуются 3 элемента. То есть можно, в принципе, было бы вообще оставить этих 3 элемента и как бы и все. Вот. Но потом, когда образовались 3 элемента, сознание, оно как бы начинает больше осознавать или внешний объект, или внутренний, или их оба, то образуется еще дополнительно 2 элемента, получается всего их 5. Соответственно, некоторые традиции, то есть рассматривают 3 грандхи в теле, да? Некоторые рассматривают 5 чакр. Что такое чакры? Чакры – это пересечение каналов. Некоторые традиции рассматривают 6 чакр. То есть вот эти 5 ликов Шивы, они породили 5 элементов: земля, вода, огонь, воздух, эфир. И для того, чтобы как бы их все объединить, появляется манас, даже, наверное, чита скорее. Появляется 6-й элемент, то есть вот это его лики на 5 сторон света. 5-й, как бы это называется урдхвамная, то есть верхнее лицо Шивы, да? Есть как бы еще анутара амная, 6-е. 6. И все эти 6 энергий, 5 и 6 энергий, то есть сначала это была система из 5 чакр. И эти чакры, они находились на уровне Муладхара чакры, Манипура чакры, Анахата чакры, Вишудха чакры и Сахасрара чакры. Позже они, когда появилась 6-я, они как бы упаковались в 6 чакр стандартных. Потом, если вы будете изучать различные тексты, то вы увидите очень много противоречий. То есть некоторые тексты описывают 5 элементов, что вот эти элементы, ну вот, например, йога Татва Упанишада. То есть там
5 элементов написано, что вот как бы земля начинается со стоп, доходит до колен, от колен идет элемент воды, он доходит до, значит, напхи, до пупка, потом там от пупка до сердца это как бы элемент огня, вот, от сердца до, значит, по-моему, до аджны, это элемент, значит, до межброви это элемент воздуха, и, значит, акаша это вот как бы верх головы. Какие-то системы, ну, их больше всего, они описывают, что как бы 5 элементов, они распределяются вот на эти 5 чакр. То есть земля находится на уровне Муладхара чакры, вода находится на уровне Манипура, Манипуры, огонь на уровне Анахата чакры, но они там, правда, по-другому называются. Они там называются, это вот, есть такие кубджика тантры, там как бы другое название, там Деви чакра, это уровень как бы промежности Деви чакры, потом там Дути чакра, это вот Навхи, потом там Йогини чакра, это уровень сердца, да, Хридая, потом там Кантха, это уровень, это Матри чакры, Кхечери чакра, это вот область макушки, 5 чакр. То есть они вот эти как бы 5 элементов располагают вот таким образом. Есть системы, когда 5 элементов вы можете во многих тантрах встретить и в йогических текстах. Вы даже это можете встретить в Хатха-йога-прадипике. Там, допустим, Брахма-гранхи, она находится в Анахата-чакре, и от нее там все идет. Вы можете это встретить в йога-биджи Горакшанатха. То есть там земля находится в Анахата-чакре, а Вишудха – это вода, джала, да? Значит, небо – это огонь, значит, межброви – это воздух, макушка головы – это эфир. Как это все понимать? Понимать очень просто. То есть есть как бы просто элементы, да, они как гармошка. Вот вы взяли так раз и растянули до, допустим, сердечной чакры. Потом вы взяли раз, растянули до промежности. Потом раз вы взяли, растянули до стоп. И сжали точно так же. И вот каждой такой системе соответствует своя как бы разновидность каких-то практик. Например, есть такая практика Бхута-шутхи, они, в общем-то, с этими элементами работают на уровне всего тела. А есть, допустим, там тантрическая система Кубджика, они работают вот только с 5 чакрами, от Муладхары и до макушки, до этой акаши, Кхечери чакры. То есть они там берут специальные там подношения, кладут цветок в руки, проходятся там с определенными мантрами, возле там одной чакры читают их, потом там другой, потом еще, потом там делают подношения божеству, потом делают почитание, потом берут эту энергию обратно и, значит, там обратно по чакрам такую вот делают как бы, ну, анулома-вилома это называется. Это не та анулома-вилома, которая в йоге. Вот. Есть Шривидья, где 6 чакр. И вот считается, все вот эти знания, которые, вот эти 5 ликов Шивы и 5 видов Шакти проявили для всех живых существ, считается, что они вот как бы, как это сказать, закодированы, что ли, внутри вот этих 6 чакр. Соответственно, в некоторых текстах вы можете вот почитать, там говорится, что если там пробуждается кундалини, то йогин как бы интуитивно понимает смысл всех текстов. И даже если он их никогда вообще не изучал. Понимает, что там содержится. То есть он легко как бы схватывает смысл любой из тантрических доктрин. То есть у него появляется ясновидение, дивья-дришти, яснознание и так далее. Вот.
получается реальных мест и реальных чакр нет? Это все точки отсчета для практики? Да, Что они тут... да. Такая вот ужасная вещь. И каналы тоже, значит, так не сходятся. Получается, каждый раз мы работаем просто в определенной практике с этим чем-то, да? Вот с этой основой. Есть каналы, которые сходятся почти у всех. То есть это 3 основных канала Ида, Пингала, Сушумна. Вот эти обычно, ну, так как бы соответствуют. Но как бы, если мы берем какие-то второстепенные каналы, есть системы, которые, в общем-то, везде почти схожи, которые, допустим, соответствуют органам восприятия, да, какие-то каналы в глазах, там, в ушах, во рту, ну, там, короче, каналы, которые связаны с разными полостями тела, да, то есть они обычно, ну, примерно как бы одинаковые во всех системах тантры. И не просто, то есть в этих каналах как бы находятся еще йогини, находятся божества. То есть они, когда делают какие-то ньясы, касаются там разных частей тела, они как бы активизируют эти энергии. Вот. Потом, когда они делают нади шодхану пранаяму, они повторяют определенные биджа-мантры, вот, как бы эта биджа, их прямо можно даже визуализировать, можно прямо представлять, как она скользит по каналу вдоль каждой чакры, потом обратно. Поэтому вот как бы 3 канала, вот эти Ида, Пингала, Сушумна, они везде одинаковые. То есть они даже одинаковые, ну, фактически одинаковые и у буддистов, и у индийских тантриков, у надхов, у всех. То есть, ну, только названия другие. Только названия. Ну, кстати, у буддистов у них тоже 5 чакр встречается. У них есть разные системы. Есть из 5 чакр, из 6 чакр. А есть система еще из 9 чакр в шактизме. Из 8 чакр есть. Вот есть такой текст Горакбани, там 8 чакр перечисляется. 7 чакр. То есть это 6, и как бы 7-я, она их как бы все интегрирует. То есть на протяжении какого-то времени одна система заимствовала что-то из другой, что-то там добавляла, или наоборот убирала и углубляла какие-то чакры, какие-то их элементы. В целом, вот если посмотреть, что такое чакры, то можно сказать так, что это как бы система, которая как бы описывает, в какой последовательности происходило сотворение мира, мироздания. Так как человеческое тело, оно фактически отражает всю Вселенную, то как бы все мироздание вот образно как бы содержится на своих самых высших элементах, в своих самых высших элементах содержится внутри человеческого тела в определенной последовательности. То есть одна религия говорит, что последовательность была вот такой, там, в виде 5 процессов, а другая там говорит, что было их 7. А разное количество лог, разное количество планов бытия, где обитают какие-то, ну, божества. Но все вот эти как бы локи, все эти татвы, они все как бы друг друга пронизывают. И поэтому мы можем говорить, что да, вот там существует там 7 основных лок. Кто-то скажет, что нет, их 14, кто-то скажет, что их вообще 40. В каком плане их 40? В том плане, что они как бы внутренние как бы составляющие вот этих 7. Вот точно так же с тонкими телами. Вот есть система, которая объясняет, там есть там 3 тела, да? Там Карана Шарира, Сукшма Шарира и Стхула Шарира. Вы начнете, допустим, там находить какие-то их аспекты, у вас уже их получится 5. Получится у вас коши. 5 коши. Если вы там еще будете углубляться дальше, то вы там их найдете 7. И так далее. Здесь противоречий особо нет никаких, просто вот как бы кому как удобно все это воспринимать.
Но так как большинство людей, у них чувствительность и, как бы, ну, и сознание очень такое ограниченное, притупленное, то им проще просто чувствовать какую-то энергию, что вот да, есть какая-то вибрация, и чувствовать, что вот да, работа ума сказывается на нашей энергии. Просто большинство людей чувствует, что да, вот есть какое-то энергетическое тело тонкое, и есть физическое, и все. Этого достаточно. Есть душа, есть тело. Вот. А есть те, которые способны там прочувствовать еще что-то. Говорят, что вот есть там совсем уже чистая душа, это вот у нас будет дух, да? Есть душа просто, да? Это будет называться там астральное тело. Есть просто вот наша как бы физика. Вот. Все элементы тела, то есть они могут там дальше еще как бы, как сказать, увеличиваться в количествах. То есть мы там можем там, помимо 5 элементов там, найти еще 7 дхату. Вот. Там можем еще как бы найти какие-то коши, какие-то грандхи. С шактийской точки зрения вот всем этим элементам соответствуют какие-то йогини, какие-то богини. Вот, например, если вы в традиции Шривидья, есть такой шактийский культ, они поклоняются Шри-янтре, она очень известная. Вот, как бы там 9 таких треугольничков. Там как бы считается, что это богиня Трипура Сундари. То есть три богини, которые все, ну, как бы включают, которые являются Лакшми, значит, Махакали, Махасарасвати. То есть все три основные, как бы в форме одной. Ну, как бы Трипура Сундари. То есть она прекрасная в 3 мирах, то есть в 3 обителях. Пхур, значит, там 3 мира, да, когда мы читаем Гаятри, Пхур, Пхувах и Сварга Лока. То есть Сварга, значит, это как бы обитель богов, потом у нас идет как бы мир людей и есть как бы подземные миры. Вот, и это шакти, который пронизывает собой все миры. И вот если вы почитаете различные молитвы, посвященные этой богине, да, допустим, ее 1000 имен, Лалита Сахасранаму, то вы увидите, что там такие имена, как там Рудра Грандхини, да, там, значит, Манипура чакра, там какая-нибудь Васини, проживающая в Манипура чакре, проживающая в таком-то элементе, в таких-то дхату. То есть там они все перечисляются, даже там как бы богиня, которая проживает в сознании, проживает там в Ахамкаре, в Будхе, в Манасе. То есть все элементы, которые сотворены, это не что иное, как вот богиня, как Шакти. И когда мы пробуждаем кундалини, пробуждаем эту Шакти, то как бы мы познаем как бы целостность всех этих элементов. То есть мы как бы все элементы, которые мы вообще воспринимаем, мы их как бы используем как инструменты для того, чтобы вернуть себя к состоянию Шивы. То есть наше индивидуальное сознание, соприкасаясь с различными как бы аспектами себя, с различными объектами, возвращается как бы свое изначальное сознание, то есть в парасамвид, который пронизывает собой все. И вот это возвращение, как бы растворение, называется унмани, или как бы состояние сверхсознания. И при этом мы начинаем понимать, что как бы с каждой такой практики, что это как бы даже уже не мы мыслим, вот это сверхсознание на каждом этапе, вот как бы его восхождения, в той или иной степени начинает мыслить через вас. То есть вот такая интересная вещь. То есть вы можете интуитивно получать какие-то ответы. То есть это как бы
надличностное состояние. Вот просто спонтанно как бы у вас проявляется какое-то знание. Поэтому вы можете встретить очень много йогов, которые говорят, вот я там поделал какую-то практику, там пришло какое-то откровение. Вот, там, допустим, была какая-то проблема в этой жизни, вот я решил эту проблему, потом так хлоп, я что-то увидел новое для себя, да? Наши проблемы, они отображаются в нашем теле. Поэтому, если у нас как бы в социуме есть проблемы вследствие несоблюдения ямы, не ямы, непонимания ямы, не ямы, то как бы обычно мы очень быстро зарабатываем какие-то болезни. Сначала это проявляется в виде каких-то блоков в энергетических каналах, когда энергия не способна как бы циркулировать по всему телу, растворять эти блоки. Тогда как бы локально где-то образуются какие-то болезни или в целом человек болеет. Вот. Если мы, допустим, практикуем йогу, вот мы убираем какие-то блоки, какие-то спазмы в теле, то вместе с исчезновением вот этих блоков у нас также меняется и сознание. Но это не происходит быстро. То есть это состояние нужно прожить. Поэтому, когда йоги делают какие-то асаны, они очень внимательно слушают свое тело, что с ними происходит. И фактически асаны, они меняют вообще всю психофизику человека. Когда вы можете спокойно сидеть в одной асане долго, то эта асана может считаться сиддхасаной. То есть разные учителя нашей традиции, разные ситхи, они какой-то вид дхьяны практиковали, медитации, практиковали какой-то одной асане. Если вы в одной асане можете сидеть 3 часа непрерывно, то фактически остальные асаны вам нужны постольку-поскольку. Вот. Для того, чтобы 3 часа практиковать медитацию там на мантры, на божество, на пустотность, для этого недостаточно быть просто растянутым, гибким. То есть нужно, чтобы в теле и в сознании не было блоков. Вот. Вы можете даже заметить такую вещь, что если вы, допустим, сидите там, скажем, в гуптасане, да, достаточно долго и практикуете какую-то джапу. И если при практике хатха-йоги вы просто вот у вас состояние такое было, вы потренировались, да, там, вы принимаете какую-то асану, и у вас быстро начинают болеть там ноги. Почему? Потому что ваши реакции, они неконтролируемы, и вы как бы не способны справиться с этими энергиями, вы не способны их прочувствовать и подчинить себе. Вы должны как бы проосознавать эти энергии. Тогда эти энергии станут вашими. Тогда тело, оно как бы обретает состояние бандхи. И тогда некоторые асаны, они даже могут перейти в состояние мудры. То есть мудра означает как бы печать, символ. Вот. Все как бы части тела, когда в них проходят энергетические каналы, они тело делают целостным. Если мы практикуем такие асаны, после которых наше тело становится, знаете, как на шарнирах, такое разбитое, да, вот, то, скорее всего, это не йога.
То есть это могут быть какие-то гимнастические упражнения, то есть вот вы позанимались, там вам хорошо, там, потом, значит, быстро переключились к чему-то еще. Вот. Это часто можно встретить вот среди йогов, которые такую динамическую йогу практикуют, у них тело такое все вот такое. Вот. То есть это видно, что человек практиковал аштанга-виньясу. Их можно узнать по походке. Они вот идут, они вот так вот идут, вот так вот, как бы таким вот стилем, да? Если не практиковали йогу Ингара, то они вот такие все. Вот, потому что у них уже там все отстроено. Вот, если они практиковали под Хиренды и Брахмачари всякие там такие упражнения, то у них тело вот такое все вот какое-то. Вот, то есть такое, они что-то там поделали для тела, да? Оно у них быстро так вот как бы переключается из одного состояния в другое. Это даже видно, то есть когда человек приходит на занятия вот там по йоге, очень легко вычислить сразу, то есть чем он занимается. Вот. Но как бы в традиционной йоге стилей вообще не существует. Обычно, если посмотрите классические тексты, то вы увидите, что там просто как бы набор асан каких-то дается, пранаям, и все, и больше как бы каких-то последовательностей нет. То есть тут я должен честно сказать, что последовательности связаны в основном с коммерцией. То есть я вот думал долго, говорить это, не говорить. Потому что это потом кто-нибудь посмотрит. Дело в том, что если у нас есть какой-то стиль, да, то вот если я инструктор, преподаю по этому стилю, там есть какие-то уровни, это, например, первый уровень, второй уровень, вот там третий уровень, вот еще есть там четвертый, то есть четвертый это уже для самых-самых, а пятый это вот для вообще для избранных. То есть... Нет, с пятого только йога начинается. И потом опять поехал. Нет, с пятого оно заканчивается. Обычно так. На пятом уже все, там уже пропал человек. Зачем это делается? Делается для того, чтобы к инструктору люди могли ходить долго и длительное время приносить ему деньги. Вот. А в Индии йога, она никогда не предназначалась для таких целей. С одной стороны, как бы, понятно, что да, ученик он должен помогать своему учителю, да, своему гуру. То есть должна быть какая-то дакшина, то есть для того, чтобы он ценил то, что он получил, да, чтобы он был просто благодарный и воспринимал знания всерьез. Да, это все понятно. Но как бы часто просто как бы, как бы коммерческие цели, они выходят на первый план, туда люди начинают изобретать разные стили для вещей как бы второстепенной важности. А в Индии стилей просто не существовало среди тантрических йогов, среди садху. То есть садху это как бы тоже как бы тантрические йоги, только более такие внутренние. То есть у них все как бы внутри больше. Вот. И это очень большая проблема. Потому что в Индии ученик, он как бы живет возле гуру. То есть и гуру, видя его психофизическую конституцию, он ему как бы советует, что ему делать, то есть какие асаны ему практиковать. Вот. Он как бы регулирует практику ученика. А сейчас йога стала очень массовой. И на занятия по йоге может прийти там очень много людей. И они всегда меняются. Они говорят, вот посоветуйте нам, что нам делать дома. То есть дома вас гуру уже не может никак регулировать. Соответственно, говорит, ну вот, все делаем там такую-то последовательность, от простого к сложному.
Вот. И в этих стилях можно запутаться. То есть, когда их становится все больше и больше, то есть, и каждый пытается быть очень эксклюзивным, и чтобы это конкретно было именно массовым, то это приносит очень много путаницы. То есть люди начинают думать, а где вообще истина? Вот. А истина вообще не заключается в стилях. Она даже не заключается в многообразии асан. Все асаны, они нужны только для того, чтобы научиться долго находиться в одной асане. Все. Соответственно, все пранаямы, они нужны только для того, чтобы научиться, чтобы очистить энергетические каналы, выровнять свое дыхание до того момента, пока оно перейдет в аджапа-джапу. Или же перейдет в кевали-кумбапу. То есть естественным образом оно как бы смолкает. И тогда как бы чувства и ум становятся спокойными, и вы можете практиковать созерцание. Потому в текстах, если вы посмотрите, там всегда говорится, из ям важнее всего ахимса. Вообще ахимсу, живя в этом мире, соблюдать полностью очень сложно. Поэтому, когда они говорят ахимса, то это не говорит о том, что как бы вы пособлюдали ахимсу, да, иначе и приступили там к асанам. Потом как бы пошли дальше, и все. И как бы нет, то есть вы просто как бы ахимсу соблюдаете на разных уровнях. И как бы представления об ахимсе, они могут становиться более глубокими по мере того, как вы практикуете другие части йоги, другие разделы йоги, там, асаны, пранаямы и так далее. То же самое там митахара, да, питание. Какие-то йоги, они вообще питаются только теми, там, допустим, фруктами они питаются, которые там растут на деревьях и которые падают естественным образом, то есть они даже их не срывают, опять же, с учетом ахимсы. То есть такие йоги, которые так питаются, есть йоги, которые просто едят все. Ну как? Ну все, что вегетарианское, они едят в Индии. Вот. Особо не думают там. Тяжелая пища, тяжелая. То есть, потому что когда ты думаешь о пище, ты уже как бы начинаешь там к ней привязываться. Они считают, что не надо о ней много думать, потому что это слишком мирское состояние. И это как бы чуждо йогину. А есть йогины, которые там вообще это все смотрят по дошам, там, по разным, в общем, значит, насколько пища, ну, как бы соответствует полностью, там, допустим, для практик раджа-йоги, там, хатха-йоги, там, их по 4 йогам там разную пищу там разделяют. Вот, то есть углубляются все больше и больше и больше и больше. Вот. Ну, вплоть до того, что как бы, о пище они думают очень много. Вот, и как бы обычно, чем меньше мы думаем, тем лучше. То есть и все эти заморочи, они, в общем-то, для нормального йогина не нужны. Дальше там говорится, из мудр важнейшей является кхечари. Кхечари – это энергия, которая направляется вверх. Кха – это как бы акаша над головой, чари – это чарана, это движение, это шакти. Чалана – это шакти. Или шакти чалана, да, из технику называют. Это восхождение энергии к Шиве. То есть можно кхечари на более грубом уровне рассматривать как растягивание языка, специальными там движениями, там, специальным массажем, или там вообще подрезать даже, некоторые так делают. Ну, это уже как бы такие крайности. Вот. Можно рассматривать просто как процесс восхождения кундалини. То есть кхечари является основным. Мудра
Мудра означает как бы жест соединения, то есть кундалини соединяется с Шивой, то есть как бы Шива это свет, как бы Шакти отражает свет, как зеркало, пратибимба называется отражение. И когда этот свет, как бы Шакти отражает свет Шивы, то есть свет увеличивается, и вот этот вот, это отражение, это как печать. Мудра означает печать, штамп или символ. То есть вот этот недвойственный символ – это мудра. То есть недвойственное состояние между Шивой и Шакти – это кхечари мудра. То есть, если так вот как бы в целом, из мудр кхечари, из медитации, из растворений медитации на звук нады. Звук анахата нады. А у Горакшанатха переводится не анахата нада, а анахад нада. То есть хата означает как бы звук, как бы, который образуется от соприкосновения двух предметов. А анахата это не ударный звук, который как бы проявляется из ниоткуда, спонтанно. То есть это как бы звук, он связан с праной, с дыханием, с колебанием с определенным. Потому что прана это жизнь, это вибрация, колебания. Еще называется спанда. Спанда это спонтанное как бы колебание. Эта спонтанность, она осознается только в том случае, если вы как бы вот этот звук не соотносите с чем-либо еще. То есть он возникает из пустоты. Соответственно, вы как бы погружаетесь в эту спонтанность, и что происходит? То, во что вы погружаетесь, с тем вы и становитесь. То есть ваше сознание становится спонтанным. Спонтанное сознание – это сознание, которое не захламленное. Вот, если вы поедете в Индию, посмотрите на садху, у них мозги очень пустые. То есть они абсолютно ни о чем не думают. И я помню, когда Виваснаджи приезжал в Россию, и народ стал спрашивать, а вот дайте нам какие-нибудь там чакры там, с пупырышками, там какие-нибудь деват внутри, с биджами, там, чтобы это все было там как-нибудь очень красиво и там вот дорого сердцу. Вот какую-нибудь такую практику, чтобы ну вот совсем уже было. Ну, вот, чтобы там было много-много-много всяких элементов. Вот, и потом ты ее кому-нибудь покажешь, и скажут, о, вот это настоящий, вот это секретная практика. Вот, и что-нибудь про асаны рассказать, какие-нибудь там хитрые всякие элементы в асанах. Ну, говорю, что там, ну, элементы какие-то. Ну, вот садишься просто вот так, с ровным положением. Там сначала, ну, там он чуть-чуть мантр дал, самых простых. Собственно, что я и дам сегодня. Вот. Садишься с прямым позвоночником, вот, потом смотришь, какая дышит ноздря, то есть та, которая дышит, стоя начинаешь. Делаешь аналом-вилом, попеременное дыхание. Если ноздри как бы выровнялись, просто дальше делаешь кумбаку, делаешь вдох, задержку, бандхи, замки, да? Задерживаешь дыхание и одновременно практикуешь шамбху-вилу. Почему? Потому что два глаза, они как бы связаны с двумя токами, с идой и пингалой. То есть солнечный и лунный ток. Если вы как бы в центр их направляете, то, соответственно, как бы солнце и луна направляются в огонь. Огонь как бы сушеный. Все. Кумбака, как бы прана, апана. Прана, апана связаны со вдохом и выдохом. То есть вы регулируете прану, апану, когда дыхание начинает смолкать. То есть если дыхание очень сильное, длинное, то у вас бушует там прана и апана, да? Если он начинает потихонечку смолкать, да, то и жизненные процессы в теле начинают смолкать, то есть вы как бы контролируете эти энергии прана и апана. И в зависимости от того, насколько у вас как бы медленное дыхание, настолько вы близки к йоге. А если у вас взбудораженное дыхание, взбудораженный ум,
вы приступаете решать какие-то проблемы, то что происходит? Вы их решаете, вовлекаетесь, делаете какие-то ошибки. Сделал ошибки, вам нужно их исправлять. Когда вы начинаете их исправлять, вы еще больше вовлекаетесь. И все, и человека понесло. Соответственно, чем занимаются йоги? Йоги, когда появляется проблема, они не бросаются. Ну, надо думать, то есть какая проблема. Если очень сложно, не надо бросаться. Если вы чувствуете, что у вас хватит сил ее решить, то вы решаете. Если не хватает сил, то вы как бы приходите к спокойному, отдохнувшему состоянию, вот, беззаботному, и спокойно рассматриваете, что из себя представляет эта ситуация. Я когда жил в Южной Корее, у них все так, они все так делают. То есть они никогда не принимают никаких решений, они сначала пообщаются с человеком, там, посидят, там, чаек попьют с ним, там, подумают вообще. Вот. Если они решают, что этот человек нормальный, с ним можно сотрудничать, что-то делать, то тогда они уже конкретно начинают как бы инвестировать свои силы, свое время в данный проект. То есть это восточный подход. То есть они не делают все как бы сломя голову. Вот. Точно так же действует йог. Если ему нужно что-то решить, если это сложное, как бы абстрагируется так, чтобы прочувствовать эту проблему. Фактически вот все, что вам нужно, это только ее понять, больше ничего. То есть если вы поняли, что из себя представляет проблема, вы считаете, что вы ее уже решили. Поэтому Патанджали он говорит, что йогашчита врити ниродха, тогда драшту сварупи авастханам. Тогда видящий пребывает в своей истинной форме. То есть когда как бы, сознание спокойно, вы как бы, в своем естестве, вы ни с чем себя не отождествляете, и через это естество вы как бы проникаете как бы, в проблему, которая уже превращается в решение ее. Даже если это какая-то проблема, как бы направленная на разрушение вас, если вы абстрагировались, ушли, как бы потом вы спокойно как бы все осмысливаете, то есть встречаете эту проблему, вы как бы потом берете эту энергию, и эта энергия она становится как бы инструментов уже в ваших руках, то есть фактически как бы, ну, понимаете, да, о чем речь. Вот, поэтому чем занимаются йоги? Чем они занимаются, собственно говоря? То есть они внимательно слушают себя. Если они видят какую-то религию, да? Если они видят каких-то божеств, у них нет каких-то концепций относительно того, что с ними делать. Все, что у них есть, это способность слушать себя. И через как бы отображение этих божеств в себе, они как бы пытаются их понять. То есть, они как бы пытаются проникнуться. И если мы понимаем какое-то учение, какую-то религию, то это учение может стать опорой для йоги. Потому что религию в Индии называют дхарма, от корня дхара, дхара означает опора. То есть это опора для практики йоги. Фактически, для йога, который ориентирован на пустоту, любая форма религии может стать опорой. Если я ношу в себе какую-то концепцию, да, если я вбил в голову какую-то структуру о 5 чакрах, о 6 чакрах, структуру, что в моем сердце Христос, да, там. Я попадаю в другую систему, да, начинаю ее проецировать, то у меня возникает внутренний конфликт. А если у меня внутри ничего нет, то я свободный. Вот. И мне легче это все воспринимать. То есть у меня состояние сознания как у ребенка. Да? И я очень быстро все схватываю.
Поэтому йога, она как бы ориентирована на беззаботность. И надховская йога тоже. Вот, поэтому, когда Виваснат приехал, то есть они ему там вот там, такие практики, Двадашанту нам расскажете. Двадашанта это вообще это такое дело там совсем не для смертных. Вот. Он так что, какие? Да, говорит, все нормально, вот просто садитесь, да, там подышали вот так, там все выровнялось. Если там ноздри выровнялись, там еще кумбак там дополнительно поделали. Все, как только состояние стало спокойно, легкое, вы берете там на четках, читаете мантру Горакшанатха. Мантра Ом Шива Горакша Йоги. Ом Шива Горакша Йоги. Вот. Если вы чувствуете, что вот эта дхьяна на Горакшанатха становится очень глубокой, да, и вы получаете какое-то состояние от нее, то в дальнейшем просто делаете такую мудру и как бы вместе с мантрой Ом Шива Горакша Йоги, Ом Шива Горакша Йоги ведете вот эту мудру вверх, как бы получает божества энергию, эта энергия проникает в чакры и как бы движется вверх. И вы поднимаете к Сахасраре. Все, это вся практика, которую он дал. Вот все, когда он туда поднимается, наступает пустота. Что еще можно желать? Не как чего желать, а там ашаткармы, какие-нибудь, асаны. Ну какие могут быть асаны, если вы счастливы? Какие могут быть асаны, если в теле все уравновешено, беспокойств нету. Вот. Получается, как бы какие-то остальные действия, они уже как бы излишни. Соответственно, есть как бы определенные наборы шаткарм, есть определенные наборы асан, есть там определенные наборы пранаям. Если у вас какие-то в теле проблемы, вот зашлакованный организм, да, вы можете все 6 этих очистительных техник, там нос попромывать, да, там поделать наули, самое там басти поделать, или шампракшалану, значит, ваманадхаути, все это попробовать, тратаку, да. Если вы очистили организм, он стал у вас чистый, то вам не надо дальше их делать в большом количестве. Вам нужно оставить там две какие-нибудь кармы, да? Допустим, там тратаку и наули, и все. Больше ничего не надо. Поэтому из шаткарм просто оставляете одну, да? Потом то же самое вы делаете с асанами. То есть вы поработали с телом, да? Вот. Подышали, значит, помедитировали на мантру. Вот. Почувствовали, что как бы образуется некая целостность. Все, просто в этом состоянии можете нормально жить в этом мире. Все. Можете ходить, заниматься чем вам нужно. Вот. Спокойно решать свои проблемы. Чем для меня является йога? Для меня йога является в первую очередь спокойным, уравновешенным состоянием ума, чувств, тела. Для того, чтобы я мог решать самые различные жизненные ситуации в этом мире, да, для этого мне нужен трезвый ум. У меня должно быть чистое, отдохнувшее состояние. Чтобы просто не делать ошибок. Ну, например, вы занимаетесь асанами, да? Если вы делаете какие-то ошибки, у вас появляются проблемы, у вас появляется стресс, но вы продолжаете заниматься фитнесом. Да? Болезни, они возникают не только от каких-то там климатических факторов, вы неправильно питаетесь, они могут возникать еще от стресса, от психики неуравновешенной. Соответственно, многие йоги, они болеют, несмотря на то, что они делают асаны. Потому что они занимаются только асанами. А вычленять вот эти анги нельзя на самом деле. Точно так же, как
вот мы говорим, допустим, там дхарана, дхьяна, самадхи. Возникает очень много путаницы, что это такое. То есть там дхарана, то есть это вот одни критерии, дхьяна это другие, там самадхи это еще, есть свои критерии. Вот. Но как бы в целом это называется самьяма. Самьяма означает контроль через равновесие. То есть прана самьяма, вы контролируете свою жизненную энергию. Вот. Есть кая самьяма, вы контролируете свое тело. Это тело является вашим. Вот. Все это, вот, все вместе, в целом, это является надховской йогой. Вот. Вы можете практиковать какую-то мантру, но если эта мантра не ваша, если она не стала вами, вы ее не прожили, если эта мантра, она вряд ли будет полезна. Если вы практикуете какую-то пуджу, эта пуджа не стала вами, вы ее не чувствуете, не прожили, эта пуджа, поклонение, она является бесполезной. Если вы делаете какие-то асаны, просто так вот тяп-ляп, да? То же самое. То есть вы вот их как-то делаете, что-то там подрыгали, как бы такое ощущение, что после этого, как тело, оно все равно не ваше. То есть у вас, вы должны контролировать свое тело. То же самое дыхательные техники. В конечном счете они должны вести к тому, чтобы дыхание было ровным. Чувства были не раздерганные, должны быть спокойные. Вот. Все, что бы вы ни делали, вы должны в этом присутствовать и искренне к этому относиться. Так, сколько времени? Ну, уже давно перерыв надо было. Сейчас 18:22. 18:22, Да. Хорошо, давайте так, мы сделаем перерыв, потом я дам короткую вам, не короткую, нормальную практику, мы поделаем. Вот, вам может сейчас показаться, что я рассказал много всего, и, может быть, вы бы хотели чего-то такого более конкретного, но я не знаю, когда я еще приеду. Я надеюсь, что я приеду еще летом.